Всем привет! Начинаем стрим, день 21. Итак, остановились мы на виджетах, потому что там они непонятно, о чем мы улучшили или нет. В общем, что я придумал? Я придумал следующее. Во-первых, чтобы дергаться они никак не будут, будет звуковое оповещение, то есть там типа успеха или не успеха. То есть, если мы проапгрейдили один звук, если у нас ничего не получается, то другой звук. А если... ну, и визуально будет отображаться, что нельзя, то есть как-то сделаем визуально будет, но в смысле анимации не будет, в этом прикол. То есть бордер, сделаем какой-нибудь бордер. То есть его либо сделаем очень темным изначально, и все. Вот таким вот изначально темным. Если он того, то он того. И какую-то эту дадим ему булевую, что его как бы, чтобы он не менялся, потому что сейчас он зелененьким становится, когда мы открываем. В принципе, можно и зелененький оставить, на пофиге. Просто затемнить ее очень сильно, эту картинку. Вот эту вот. Хотя куда уже еще сильнее, но тем не менее. Тем не менее, сделать такую вещь. Звуками и, в общем, да. Для этого надо звуки-то добавить, правильно? Правильно. Сюда вот попочка. Sounds. О, а какой колор мы возьмем ему? Давай такой. Sounds. Так, подожди, нет. Теперь выбор какого sound именно, ибо непонятно. У нас есть саунд такой, очень громкий саунд. Вот, я бы его добавил в качестве success. И у нас где-то был... Нет, это не тот. Но Potion Drink тоже это не то. No money. Либо же. Вот. Да, вот такой вот звук. Вам слышно вообще? У вас есть? Да, есть. Так, вот. Либо же использовать бояйтом. То есть золотишком. То есть бац. Либо бац использовать. Мы же его все-таки покупаем. Как-никак. Да? Или апгрейд использовать. А если этот использовать? Ну. Вот мне он нравится, да. Так, я могу его именно скопировать и этот, или надо именно перетаскивать? Надо именно перетаскивать, хорошо. Без вопросов. Так, переименуем upgrade Tower. Upgrade Tower. Tower upgrade. Так, не upgrade Tower, а Tower upgrade. Raid вот так вот будет называться, то есть для Тавера.
Вот, меня устраивает вполне. А что касается отсутствия, это... Вот можно вот этот фейл использовать в качестве фейла. В качестве фейла можно этот использовать. Будет хорошо. Так, ой, все закрыл. Потерял, нашел. Spawn Potion. А, это Poison Ball. Store. Quest Complete. А, это ж мы только что использовали. Potion Drink нет. Poison Shot нет. No Money. Lighting Wall. Fire. Explosion. Destroy Item. Какой мерзкий звук. Down. Нормально, вот этот подходит. Нормально. Тавер. Апгрейд. Апгрейд. Фейл. Вот такой вот звук. Так, это закрываем. Есть звуки добавили. Также я хочу их видеть здесь. Я хочу их видеть здесь. Здесь. А здесь-то где? Таверсы, это виджетсы, это плеерсы. Ну, давай здесь таверсы. Не, подожди, почему здесь таверсы? Апгрейдсы. А, не, оно лишь в таверсах, вот. Так, все закрыть. Мы идем в Tower Upgrade Day. Вот здесь создаем саунды. И у меня парочку вопросиков есть. Саунды. Мы же не можем просто play sound сделать, правильно? Можем. Виджет может так делать, да? Это эти так не могут. Там через геймплей статиксы нужны. Что он принимает в себя? Use Sound Base. Что такое Use Sound Base? Давай вот так вот делаем. Use Sound Base. Ну да. Use Sound Base. Upgrade. Sound Upgrade. Upgrade Sound. Коль все у нас в этом. Sound. Success. И Fail. Fail, да? Там, по-моему, Use Sound какой-то. Ну, мы Sound Base сейчас передадим, посмотрим. Там, по-моему, не он. Так, это что касается саундов. Потом надо добавить точнее, не Ну, короче, он будет его перезапускать, то есть переназначать всем его. Ибо нам все равно так надо делать. И скрывать апгрейд изначально самого тавера. Потому что пока нету вот тех вот условий не выполнено, он не может быть... Он не может юзнуться. Так вот. Нужно их, короче, осветлить как-то. Я не знаю, может здесь сделать? Есть тут варианты какие-то. Закрыл их.
Вот это уже больше похоже на истину. Но ладно, 7. Курв. А это что? 10. 1, 0. Минус 1. Brightness. Ну хорошо, на 7 типа, да, ставим. Matrix. 7. Это по идее они должны стать ярче. Ну да, хоть теперь хоть как-то что-то видно. До этого вообще беда была, ничего не понятно. А ну-ка, навесить можно? Успею. Да, вот теперь уже лучше. Лучше стало. Вот все осветлили. Окей, я понимаю, что это надо было в самой картинке делать, но мне еще тестовые менять. Так, есть у нас вот эти вот саунды, и вот он принимает. Он и этот принимает, он вообще все в себя принимает. Ага. Ага. Sound QE принимает, и этот принимает. Но без вопросов, это нам не мешает. Так, fail и upgrade. Tower upgrade success, наверное, надо написать здесь. Success. Так, success мы передаем в success. И fail мы передаем в fail. Есть как бы, да? Есть такая история. Compile. Он в башне. Блин, он же его в башне будет хранить. Я надо туда-сюда гонять. Подожди. Может и не в башне. Подожди. Если мы можем-то его в тайверпоинте хранить в самом, но это очень супер некрасивая история. Мне не нравящаяся. Что здесь его вызывать сразу. Вот, у этого нет play sound, там через либо gameplay statics, либо через Kismet, System Library, что-то такое надо вызывать. Play sound. Просто суть в чем? У нас как бы доступа к виджету нету, нам надо... Нам надо из этого виджета будет из любого достать, а мы еще не знаем из какого, поэтому это не имеет смысла. В Таверпоинте мы будем его хранить вот здесь. Гутен Морген. Гутен Морген. Привет. Здесь все же будем хранить. Kismet, по-моему, вроде как include. Kismet. Gameplay statics. Gameplay statics. Вроде из gameplay statics. Да, play sound 2D. Ну и sound. И Soundbase как раз он принимает в себя. Хорошо. Так, достаем отсюда его. Забираем. Где у нас Towerpoint? Protected пойдешь. Так. Есть контакт.
Create sound success. Так, это если... Мгм. Sound success. И sound не success. Ну, тогда у нас делегат не особо нужен. Нам, ну мы вот для теста делали. Плюс я думал, понятно о чем. Ну да ладно. После этого. Делегат нам не нужен. В принципе, он нам не нужен, потому что мы будем заново его передрачивать. Вот здесь вот у нас где идет, он делает виситагл и дополнительную инициализацию производит. А, кстати, вот это надо, а вот это не надо. Это же осталось еще тогда, когда мы им пользовались. Это надо убрать. Он init, где вот этот, он click tire point. Это уже не нужная история. Короче, если мы вызовем вот этот метод, тут-то он сразу пойдет дальше, без вопросов. Можем и null-pointer передать. Дело такое. А дальше он вот эту вот часть спросит, если есть, он сделает в нем всю инициализацию и пойдет. А там уже, в зависимости от вот этого tower state, потому что там информация есть, мы сейчас немножко переделаем инициализацию. И вот эту часть он сделает, но он ее, дело в том, что перевернет. Он дело в том, что ее перевернет и отключит. Нам надо, чтобы он ее включил обратно 2 раза. То есть можно, конечно, вот такую вот вещь сделать. То есть вначале вызвать в случае success вот так вот. Мы вызываем. То есть отключаем. А потом вызываем вот этот onClick tower point. Здесь, в принципе, не очень важно, что мы передадим. null-pointer пусть даже мы передадим. Это не имеет смысла. Нет разницы в этом. Можно и вот так вот сделать. Можно и вот так вот сделать. Это вообще ничего не поменяет. Такая вот история. Плюс нам надо еще дополнительно вот эту штуку переделать. Точнее, дополнить ее. Ибо она у нас что делает? Она у нас запускает visibility, но не совсем visibility. Здесь точечно надо будет поработать с вот этим tower state. Вот он tower state нам и понадобился, почему мы его передали по ссылке. Ну, по ссылке мы его передали, чтобы сэкономить, поэтому мы его передали.
поэтому мы его передали. Почему? Короче, нам надо достать из него... Нам надо из него достать tiver state. Tiver state. Подожди, а у нас разве методы? А методы нам-то не дадут вызвать. Ибо мы так бы могли beacon upgrade сделать, достать из него. Понял, да? Beacon upgrade, вот эту вот часть проверить, и тогда бы мы просто запустили ту штучку, а всем остальным дали false. Но будет const. Const. И у нас будет следующая проверка. If tiver state. Damage max. И tiver state. Так, я скопировал tiver state 10 раз. 10 раз. Tiver state. Elemental. Tiver state. Speed max. Tiver level max. Мы не смотрим. Вот так вот. И не. Тут true, приветствую. И не Утречка. утречка. И не вот это вот. И не вот это вот. То тогда мы должны будем именно для вот этого товарища upgrade тавера сделать ее, запустить метод, который какой-то метод. Сейчас нужно метод сделать, который его, я не знаю, осветлит, затемнит, осветлит, затемнит, красную добавит. Мы, наверное, красную зеленую обводку сделаем. Зеленое то, что можно будет тискать, то красное то, что нельзя тискать. Все. Ибо нефиг. Типа... Toggle. Toggle что-то. Кстати, вот это можно уже удалить, да, делегаты эти. Update success. Коль мы это через такую вещь делаем. Tiver point. Click tiver. О, где они? А вот они. Tiver point сюда вернулись. Tiver point сюда вернулись. У нас здесь методы есть. Вот эти. Удалить их. Потом... И не delegate view вот этот. Помоечку. Это хорошо. Это, безусловно, хорошо. И это тоже в помоечку. Замечательно. Мы запускаем тагл. Тагл... Бы его назвать тагл... Toggle border. Toggle active border. Без active какой-нибудь. Здесь будет булевая. Мы типа говорим, что true. Понимает. Так, мне понятно, что это за метод будет, поэтому делаем. Идем в tiver button, но здесь создаем void.
void toggle active border. Active. Я бы вот такую вот порнографию сделал, так чисто, чтобы побесить. Вообще там в обморок все упали. Нефиг вставляться. Так, native preference rack, native. Сюда тогда пойдет. Active border. If B is active. B is active. Вот этот. Он должен будет для баттона. Для баттона. У нас там бордер есть. Нам ему надо. То есть и бордер создать. Ее бордер. Ее бордер или нифига подобного, не ее бордер. Так, ну, а вот бордер DTH, да, все есть. Тавер. Бордер. Компоненты. Компоненты, мы обращаемся к бордеру. К бордеру обращаемся и в нем делаем set brush. О, это он brush захочет. Reset color, блин, с брашем все там проблема. Значит, нам надо два этих будет создавать, два поля с брашем, и указывайте. Хорошо, сейчас надо зайти посмотреть. Вначале я хочу зайти посмотреть в редактор. Давай, погнали туда. Так, отсюда они испарились, это хорошо. Тавер point. Этот тавер point. Значит, success. Тавер upgrade success и fail. Все, мы это скомпилили. Что ты по одному месту пошел? Только не говорите мне, что... Так вот они все, эти иконки, все осталось. Потому что Tower Button-то... Я понял, почему. Можно мне, пожалуйста, создать? Спасибо. Таверборд. Тавер
Border, ведь не просто border. Все, компайл здесь его отпустила. Хорошо, хорошо. Нас это устраивает. Что касается бордера этого, он ведь... Тут вот, пожалуйста, 2 пикселя. Можно? 1 пиксель, ладно. 1 пиксель дам. Tower border. Rounded box. Fixed radius. 1 пиксель. Вообще тогда этот не надо давать. А ближе что, нельзя, что ли? Еще ближе хочу. Так далеко. Мы типа сделаем их зелеными. Где они? Нету их. Вот. Надо по деньге. Так, значит, сделали зелеными их. И вот эту вот часть. То есть он целый браш устанавливает. То есть прям целая структурка такая. Нам надо будет ее сохранить. То есть нам 2 браша надо создать. Браша надо создать, чтобы вот этот вот менять. Какая некрасивая история. Не люблю я это дело, но придется 2 браша. То есть типа Active Brush и... Not Active, блин. Такой вот и красный сделать. Но черный видно не будет, наверное. Типа такого какой-нибудь. Файл. То есть красным таким горит. Все, нельзя его делать. Бац, все остальное зеленым. И как только мы наклацали, бац, он стал этим самым. Стал этим самым. Плюс еще можно здесь отображать, сколько из скольки информацию дополнительную подтягивать, что, в принципе, и стоит делать. Что, в принципе, и стоит делать. Окей, окей. Окейушки. Окейушки, окейушки. 2 браша создать. Active Border. Вот здесь вот. Border. Set Brush. Там как F-Brush просто. Set Brush. Что ты принимаешь в себя? F-Slate Brush. Slate Brush. Виджет. Slate Brush. Как ты пойдешь? В Protected пойдешь. Молодежь, в Protected еще и Edit Anywhere надо сделать. Slate Brush. 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 Актив. DDD актив или что? Да. Inactive. Или не так как-то сделать, по-красивому назвать его.
Brush. Inactive. Inactive. Вот так вот все это будет делаться. Вот здесь set brush. Вставляем этот. Else вставляем этот. Это все, что он будет делать? Active border. Active border. В принципе, да. Значит, немножко переделаем. Читалось сложнее. Так, есть. Так, это он тагл делает для этого. Для апгрейда именно. Нам надо сделать теперь для damage максов. В случае, кстати, вот этого. То есть, если выполнено это, он должен как бы выйти из этой фигни, то есть дальше не продолжать проверять, что если вот это вот все, то как бы все. Если вот это все, то как бы все. Подожди. Мое почтение. Мое почтение, приветствую. Приветствую. Я, по-моему, на ваш канал вчера зашел, посмотрел. Там сидите, программируете. Настоящий программист сидит. Там в Linux что-то происходит. Белая тема. Прям это самое. Уф. Toggle Active Border. Button Upgrade Diver Toggle Active Border. А что если? А знаете что? Знаете, что если? У меня звук дергается. Сейчас VPN отключу. О, это беда. Беда, что звук дергается. Но я могу повторить это, что я сказал. То мало ли. Не услышано было. Но я не профессиональный программист. Да ладно, там такое происходит, там терминал, и там что-то там происходит. Я не понял, что там происходит, но очень страшно было и впечатляюще. Но белая тема это максимально по хардкору. Вот. Я слышал. Ну вот, я говорю, что это прям белая тема, это прям по хардкору, там что-то происходит вообще прям очень. Короче, я вижу тут несколько вариантов. Либо мы просто-напросто у всех вызовем вот эту часть и передадим туда вот эти вот все штучки-дрючки, и он там сам разберется, что с ними сделать, какой назначить. Либо же мы вначале проверяем их, делаем проверки, а потом уже делаем тагл. И у него стандартная будет история, допустим, зелененькая стоять. А если Макс, то он передает, что это как бы этот... И, конечно, по этому будет красоте лучше, когда мы туда этот передадим, просто пачку, разные параметры и все. Но поэтому я не уверен по оптимизации и все дела, ибо вот здесь-то мы должны тоже сделать else и дальше делать проверки для каждого
по отдельности. Короче, сейчас я расскажу, покажу, что я имел в виду. У нас есть вот этот upgrade speed. Upgrade speed, мы в нем запускаем toggle active border. Toggle active border, здесь передаем true. Подожди. Если у них изначально все true, мы поставили, тогда вот эту фигню вообще делать не надо. Сейчас дайте подумать. Значит, если мы делаем разворот, мы делаем вот этот, else делаем вот этот. То есть в данном случае он должен его деактивировать. То есть если у нас... если он общий, тогда мы же вот эту часть должны деактивировать. В случае, если вот это вот фальсия будет. А если вот это true, то мы должны, наоборот, пройтись по... И деактивировать то. Мы работаем от деактивации, а не от активации. Типа такого. AirState. Toggle Active Border. Active Border. Если мы работаем от этого, то тут наоборот все надо развернуть и деактивировать его. Но дело в том, что если он и этот деактивирован, то тогда никаких else. То есть он вначале проверяет вот эту историю, если мы работаем от деактивации. Потом, подожди, что это такое? Это speed. Speed сюда идет. If вот так вот. False, здесь false. False. Здесь все разворот. И вот так вот должно быть. Блин, ну у него же наоборот все. Я запутался. Чё, как ты? Чё, как? Да, нормально. Чё, как ты? Без damage max. Если damage max, он же наоборот должен быть... Ну да, если damage не max, если damage, точнее, подожди, если damage стал max, должен быть активированным. А тут разворот идет. Значит, false будет. Вот, да. Это нас интересует. Все правильно, развороты сделали везде. Да вот взламывал IP-камеру, которую папа купил по дешевке у тупых китайцев. И чё, и как? Чё, как? False передаем. И то же самое А по она не хочет дэмэджу. подключаться ни к чему. Damage и elemental. Вообще никак. Вообще никак, никуда. Значит, damage. QR-код, который у нее вообще не работает. Фу, подожди, я не то записал. Я Сама она не хочет сбрасываться. Ужас. Я тоже люблю поморочиться со всеми этими приколами. Клич у нее другой ID, чем на корпусе написан. И это бонус. Это бонус, понимаешь? Ты когда покупаешь такие вещи, это бонус ребус называется такой. Знаешь, это не просто тебе товар, это дополнительно еще головоломка ребус. Я не люблю. Я в итоге потратил 2,5 часа не на проект, а на говно какое-то. Ну, я люблю в кавычках там, видишь. Сарказм, все дела, короче, вот это вот история. В общем, у нас есть вот такая вот, такой вот вариант. Как это будет выглядеть. Как не я покупал, просто мне отдали разобраться. Успех. Ну,
А какая разница? Люди... Как они, получается, делегировали, они ребус тебе делегировали, а этот себе оставили. Получается так. Ребус тебе достался. Короче, мы либо делаем так, либо мы просто-напросто вызываем этих 4 и туда все эти условия передаем. И все. Все. Отец любит покупать всякое говно, но разбираться не хочет и бесится теперь. Ну а как иначе? И в этом случае, если... Короче, 4 строчки или 6 строчек? 8 строчек. Что лучше, 4 строчки или 8 строчек? Но тут больше задач будет. Главное, чтобы было очень дешево. Не то, что задач, тут будет больше действий, так как в данном случае он вообще ничего не будет делать. Да? То есть, если он здесь словит, ему эти все равно нужно проверку сделать. Он, ну, допустим, там false, да? В этом случае вообще ничего не будет происходить, если false. А так он постоянно будет залетать сюда и выполнять вот эту вот часть. Вот эту вот. То есть еще делать одну проверку на этот. И передавать тот или иной браш туда и выполнять его. Потому что всегда active стоит. Поэтому этот вариант, он более для оптимизации в плане того, что не надо будет 2 раза там setBrush назначить, потому что setBrush это там метод такой, не маленький. Маленький. Set border image, то есть он здесь назначает brush background equal brush, делает проверку на валидность и вызывает set border image. А здесь у нас срабатывает sign. Sign у нас еще, ну вот пошел уже, да, там вниз, тут избаунды всякие проверки делаются и прочее, то есть не такой уж большой, да, но все равно не то же самое, что просто проверку сделать обычную на булы. Вот так вот. Так, но это мы с точки зрения, если все false. А вот если мы сделаем с точки зрения true, тогда у нас еще меньше будет проверок, потому что если у нас срабатывает вот эта проверка, то нам вот этих проверок нет смысла вообще их делать. Если мы пойдем от того, что мы их назначаем на true, тогда мы вот тут вот развороты убираем. Вот здесь делаем true. Здесь делаем else. Ну, конечно, будет еще некрасивее, но еще меньше задач будет выполнять он. Вот здесь делаем разворот. Здесь делаем true. Так вот еще будет ему легче. Как вам? Можно в вызов метода передать отрицание значения условия, если исчезает. Отрицание значения условий, если исчез... Не понял. Имеется в виду вот эту вот часть просто в метод передать? Да, можно, но я же только что рассказывал о том, что он будет вызывать внутренности метода, которые тяжелее, чем вот эта вот проверка. То есть тут красота оптимизации. Я понимаю, что там оптимизация, там парочку наносекунд сэкономится, которые раз в 1000 лет вызываются, но тем не менее.
Просто можно сделать вот такую вот вещь. Вот. Вместо вот той просто 4... Ой, подожди, подожди, верни на место. Это я немножко не ту кнопку нажал. Вот такую вот и все вот эти вот штуки туда передать. То есть вот таким вот образом сделать. И все. Вот это вот удаляется. Вот это вот это самое. То же самое будет. Красивее, красивее. Но будет выполнять сетбраш, постоянно переназначать ее. То есть вот этот вот у нас-то по-любому либо активный браш стоит, то есть вот эта рамочка активная, либо неактивная. Здравствуйте. Здравствуйте. Самый кайф. Про вот это самый кайф. Но тут вопрос красоты и оптимизации. Что выбираешь? Говорится, на какой стул сядешь? С точки зрения оптимизации, вот это лучше. Понятно, что с точки зрения оптимизации можно вообще было по-другому сделать. Но рассматривается вот этот вот случай. Вот 3 варианта есть. Сделать вот так вот, пойти от отключения, когда он изначально красное, вот так будет красное и зеленое. Браш внутри не кешируется. А браш внутри, да он его переназначает. Вот в том-то и прикол, что он здесь все равно закинет его, проверит сам бордер на валидность, начнет установление этого браша, тут ассайны и дополнительные кучу проверок пойдет тут вот делать. Избаунды и прочее, то есть понеслась там. Это, опять же, речь идет о супер там каких-то наносекундах. Тут в этом прикол. Понятно, что вот это вот прям супер красота и все как бы. Вот это вот optimization. При том, что в случае, тут такая история, что в случае вот этой проверки, если она возвращает true, то вот эти проверки нам вообще не имеют смысла. А в этом случае они все равно будут назначаться. То есть мы как первую передаем. Давай запишем сразу. Красиво сделаем. Точнее, передадим все, что надо именно. Только подожди, это мы действуем с точки зрения, когда он деактивирован именно. Хотя неважно, он там же сам определяет, если true поступает. Ну так, максимум. Поступил максимум. Если он максимум разворот false. Если залетает false, то он не актив ставит. Это нас не устраивает. В этом случае вот так должно быть. Так, elemental button speed. Damage и elemental. Верни на место, пожалуйста. А с какого такого? Вот. Вот так. А вот здесь надо подумать еще раз. Он true ловит, когда у нас вот эта вот часть вся выполняется. Правильно? Не максимально этот, не максимально он передаст true. Если что-то не то, он false передаст. Да, все верно. Вот такая вот история. То есть либо мы так делаем, либо мы делаем вот так. Красота или optimization. Тут, конечно, строчек, да, тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 4 и 11. Да. Пойдем по красоте. Меньше строчек, чтобы было, да и все. Ибо оно раз в 1000 лет вызывается. Такое дело. Все. Покажи пустобл активе бордер.
А что там хочешь увидеть? Ну, там устанавливаются разные браши, то есть либо который как активация, короче, зелененькая рамочка установится, либо красненькая рамочка установится. Я же говорю, там вопрос... Там такой мелкий вопрос. Подожди, а где ошибка? Чё? То есть состояние внутри класса не хранится текущее. А текущее, так тебе все равно там проверку надо брать. Нет, ты можешь сравнить, типа, ты можешь взять, сделать такую вещь, как вот эту вот вытащить GetBrush, по-моему, да, там. Нет, там Brush Color. Блин, они же сделали по-идиотскому. Йофик получше этот браш, как он там называется? Бэкграунд этот. Finer Color, это не то. Бэкграунд равняется Brush Active. То есть ты можешь вот так вот спросить. Вот такую вот вещь сделать. То есть это твой текущий будет с, допустим, ну, в зависимости от того, какой здесь залетел. То есть либо Active, либо Inactive. То есть ты можешь сравнить, у тебя есть доступ к текущему. Я бы хранил внутри класса BS Active. О, еще дополнительные булевые хранить. Что-то как-то мне не нравится этот вариант. Ну, типа, я понял, что там именно переключать, если он того, то он как бы сравнивает эти два була. Если он что-то другое, то он назначает. Если нет, то нет. Есть такая история, да, можно так сделать. Это, в принципе... И проверял этот бульвар с входным внутри метода. Типа... Он же помимо того, что проверяет, он же должен еще и назначить его. В плане того, что... Ну, поменять ему этот... Потому что если он равен, то в помойку. Если он не равен, то вот эта вот фигня и поменять. Все, больше не мешаю. Ну да, тут варианты есть. Это тоже вариант принимается, но в плане того, что имеет право на жизнь, но там вопрос-то в таких мелочах. А что он хочет от меня здесь? Slate Brush. Он не знает, что такое Slate Brush или что? Он не знает, что такое Slate Brush. Хорошо. А где я это добавлял? Есть какие-то методы, чтобы я мог забраться туда, в тебя, вовнутрь? А, фон же здесь реализован. Что за прикол все в хедере делать? Че, гоните? Стайлинг, Slate Brush. Разве виджет не должен был иметь его? Ну да ладно. Не, я фейл, не в том дело было. А в чем? Мета бинт виджет. Молодец. Молодец. Скопировал. Держи в курсе, называется. Бинт виджет поставил. Не, все равно фейл. Вы что, гоните, что ли? Еще что-то от меня хочешь? Или ты все-таки хочешь подключения? У тебя специально чат с задержкой приходит. Нет. Я задержку не ставил.
Ну, шипчат, у него чуть больше задержка, именно что оповещение. Ну, короче, я ничего не ставил, задержек никаких. Что он хочет меня? Инстракт, все. Тяжело. А ну иди сюда. В таких ситуациях мои полномочия все кончено. Знаю, что он хочет. Именно что мне нравится Слейд Браша. Почему он мне это все? Кажется, что ты на другой стороне Луны. Очень далеко. Ну так оно и есть, так оно и есть. Ну это было тяжело. Это было тяжело. Понял, софт такой. Да. Типа того. Нам надо сюда добавить его браш. Это дурацкий, он не знает, что это такое. Слейд. Слейд. Ой. Слейд. И Слейд Кор. Слейд Кор. Но это было бы тяжело без ГПТ. Так, F7. Вот, теперь ему полегчало все. Теперь он знает, что такое браш. Это, кстати, можно было и из инклюда его удалить. Потому что там, скорее всего, он знает, что это. Так, а и чем занимаешься там на стриме? Я так и не понял. Что-то там ломал. Что-то страшное происходило. Ничего не понял. Ну, не то, чтобы я там вникал, конечно, но... Будто бы, если бы я вникал, я что-то понял. Но, в общем... Что именно ломаешь, короче? Так. Слейд, где он тут? Наш баттон. Вот он, баттон. Верди, нет. Вот они, active и deactive. Inactive, точнее. Active и inactive. Я хочу забрать вот этот красный копия. Поставить его inactive. Paste. Сюда тоже paste. Но менять ему outline на зелененький. Окей. Файл. Прототипы игрушек. Это как? Так, компайл, вроде он красный, смотрим, что происходит. Так, нет, мы будем смотреть долго. Движок низкоуровневый из разных частей. Нифига себе. Так, все они красные, отлично. Мы делаем клик. Это же он башни задал. А тут наоборот все белое. Хотя тут должно быть красным. О, купил. Звуки работают. Звуки файлов не работают. Потому что там кост срабатывает, я понял. Когда денежек хватает. Можно, кстати, это отдельная проверка сделать. Еще отдельный. Тот самый, типа, может, не хватает денег. Не хватает денежек. Можно тултип, кстати, вздрачивать. Подожди. А может мы будем, наоборот, тултиповскую эту менять? Смотри. А это совсем другой левел прям в понимании. То есть мы клацаем, и нам не просто говорит о том, что что-то не то. Это звуки еще можно навесить. А, допустим, во-первых, в тултип вывести вот эту информацию, сколько из скольки улучшения. А во-вторых, если мы кликаем, допустим, у нас 3 из 3, и нам вот эта вот циферка, где 3 из 3 улучшений, она начинает подрачиваться, либо увеличиваться, либо там цвет ей меняться при клике. А если у нас денежек не хватает, то у нас вот этот кост, циферка начинает тоже подрачиваться, либо
будет меняться, что-то там придумать. Ну, типа клик, вот этот кост, типа бам-бам, бам-бам-бум-бум. Начинается вот эта вот дрочка. Так, а почему он сработал Макс? Если true залетел, еще раз. Если true залетел, он ставит active, а он должен здесь наоборот сработать. Вот тут как раз таки разворот. А тут разворот. А вот здесь сработало все верно. Еще раз смотрим. Столбики это башни будут. Да. Это уже есть башни, в смысле будут. Или какие столбики? Вот эти столбики, это типа таблички будут. Кубиков не будет, а будут таблички, что здесь можно строить. И ты типа на нее клацаешь и строишь башенку. Вот. Типа такого. Так, почему? Ну, здесь понятно, здесь вообще надо отключить. То есть все-таки сделать какой-то базовый все-таки нулевку. Все-таки нулевку какую-то, не красную, а либо наоборот зеленую сделать. И почему-то вот этот белый. Почему ты белый? Слышишь ты? Ты белый. Люблю тавержи фенсы. Это хорошо, это хорошо. Это плюс один тестер, да? Тавердефенсы. Плюс один тестер. Так, мне нравится то, что я придумал, то, что tooltip менялся, у нас есть доступ к нему. Как раз отсюда очень хорошо. И нам делегаты придется вернуть. Как не подать? Делегаты придется вернуть, но это полбеды, это все фигня. Tooltip вздрачивает циферки всякие. О, как мы сейчас сделаем. Мы сейчас это виджетом сделаем. Отдельный виджет дадим этим штукам. И у них будет отдельный этот... Типа, мол, value передрачивать и этот передрачивать. Сейчас с этим разберемся, только с визуалом. Мне непонятно, почему он не хочет этим назначать визуал. Почему они белыми становятся. Каким причинам? Почему-то эти, эти красные, потому что по стандарту красный идет. По стандарту я бы ему брал бы красное вообще. Ну, то есть сбросил его до белых значений. Или зеленое, подожди, не-не-не, наоборот зеленое, потому что мы-то можем ставить этот копию. Мы же можем ставить башни, значит что, правильно. Она должна быть С этим. удовольствием потестирую. Нравятся простые игры, типа казуалок. А тут не будет простая игра. Тут будет PvP, тут все дела, тут как бы заморочено будет. Там, короче, какова идея? У нас есть вот поле для первого игрока и поле для второго игрока. Идут эти мапцы, нам даются денежка. После каждой волны нам даются условные карточки. Я еще не знаю. Старый, ну чё ты? Привет, да. Блядь, Не надо спамить. что такое случилось? Так вот, у нас есть вот эти после волны даются карточки либо руны. Я еще подумаю. Ну, в общем, не суть важно, что именно это дает, как оно называется. И мы за золотишко, которое с мопцов, мы можем либо башенки свои улучшить, либо юзнуть эти... Сделал анимацию кнопок. Да, специально для тебя переделываю анимацию кнопок. Мы можем юзнуть эти карточки, которые нам дали, и либо себя усилить, либо ослабить противника. То есть у противника сделать слабее башенки на один ход, либо сделать, чтобы там золото меньше давалось, либо мобы у него быстрее шли, либо они жирнее были, либо резисты к чему-то у них больше были, либо у себя ослабить мобов, себе там что-то дать. И вот таким вот побеждает тот, кто как бы дольше продержится. Поэтому не казуалка, это уф. Так, вернемся к моим этим. Бафы-дебафы, задача для ГЭС. Ну, решаю ее с ГЭС. Я причем?
Я имел в виду простые не РПГ, чтобы был экшен. Стримеру респект, ББ. Давай. Не РПГ, чтобы был экшен. Вот экшена попытаемся навалить. Так, зелененькая это хорошо. Строим. Здесь беленькая. Здесь беленькая. А, даже здесь беленькая, он еще почему-то бабки не отнимает. А, вот теперь отнял. А тут не отнимал. Видимо, он 2 раза там прокликал. И улучшил ее до максимума. Но надо сейчас тултип добавить, который хотим. Так, значит... Значит, почему ты там не назначаешь, хотя должен их назначать? Что вот здесь происходит? Что здесь происходит? Так, допустим, раз, нажали. Звуки МЗС, надеюсь. МСС? Это что за МСС? Что за МСС? Это... Я тебя понял, кажется, но нет. А что такое? А зачем? Meta Sound Source. Там зелененькая такая эта штучка есть. Я понял о чем ты. А тебе зачем? Чтобы этот самый менять пич? Динамический или зачем? А, чтобы звук добавить, ну да. Чтобы уровень реагировать. Да-да-да, вот зачем. Не. Но этот самый. Звук сейчас... Звуки это все потом. Это все изменения... Не это самое. Что я хотел? Я хотел зайти сюда, посмотреть, что здесь происходит. У нас здесь true залетает. Нет, подожди, у нас здесь false залетает. Если у нас залетает false, значит он делает вот этот вот inactive. Он его не установил по каким-то причинам. Может быть, его надо делать после? Ну-ка, иди сюда. Может, ему не нравится то, что он, типа... Хотя он должен работать. Это ему не должно помешать. Никаким образом. Никаким образом не должно помешать. А может его надо перезапустить, потому что он не очень дружит с этими. Он вообще их не назначает. Это Sound Source. Я вообще забыл о том, что там же уровень громкости регулировать. Возможность давать. Но саунды это все потом. Можно и сейчас, конечно, сразу создать. Давай сразу создадим, сразу делать. Уже запускаю. Все, короче. Ой, все. И все. Ой, все. Ой, так, не, я хочу на весь экран. Видите эту полоску, надо ее сделать, может, еще больше чуть-чуть. Оп. Вот теперь работает, вот, теперь все четко. То есть у нас есть красненькая, то есть, которую мы визуально отображаем. И у нас есть этот самый зелененькая, которую мы здесь делаем. Теперь что я хочу? Теперь я хочу, чтобы у нас вздрачивался наш тултип. В тултипе информация вздрачивалась, чего именно не хватает. То есть либо... тут true, привет. Либо денежки, либо мы уже максимум превысили. А еще я хочу посмотреть, как у нас работает переключение. Поэтому я уменьшу... Старый, ну чё ты? Damage этот самый. Прекращай спамить. Что Так. такое случилось с тобою? Damage cost. Вот этот кост я до единички шлепну. Дорогой дневник, мне не подобрать слов, Да, чтобы описать боль и так. унижение, которое я испытал сегодня.
Моя жизнь поломана навсегда. Боль и унижение. Вот. Я не понял, что он отключил его. Это интересно. Но я, кажется, догадываюсь, почему, но да ладно. А что-то у тебя один только стоит апгрейд Elemental? Подожди, у нас апгрейд Elemental, у него единичка, что ли? Апгрейд лимит 3. А почему один? Ну ладно. Ну ладно. Сейчас, когда выведем все это, будет понятно. Мани. Угу. Тултип. Где наш тултип? Мы сейчас, во-первых, вот эти вот... Вот эти вот. Вот эти вот. Постмани 2.0. Вот эти вот. Ты к чему написал? Name, вот это вот мы сейчас в виджет засунем. Чтобы у нас все красиво там было. И в нем мы создадим как раз таки, чтобы он вздрачивал. У тебя денег хватило только на один апдейт. Ну, да, но он его сделал. Вот опять, вот ты не понял, куда я смотрел, и и подсказки даешь. Вот. Вот как так можно? Вот как так-то? Как так можно? New класс. 60 сек. Не. Нам надо создать, я думаю, как его назвать. Hover Tooltip. Текст. Ну, user widget. User widget. Hover Tooltip текст. 60 сек. 5 сек. Замочевое предложение. Да не, просто, ну вот, блин, я вот смотрю на то, что вот я понимаю, что код у меня не сработал. Вот то, что он выбил его красным. Хотя он не должен был его выбить красным, так как он один раз его улучшил. А выбить красным он должен был его, когда я его 3 раза улучшил. То есть у меня там ошибка. Но вот человек подумал о том, что я не понял, что у меня бабки закончились там, поэтому типа он его не улучшил дальше. А я вообще на другое смотрел. И вот опять. Не в теме, но идет какая-то, ну, подсказка, какая-то реакция на то вообще не по теме, короче. Так, юзер. У юзер. Что хотел? Tooltip. Тавер. Tooltip. Так это норм, пускай вовлекается. Да пинг у тебя высокий просто. Да. Больше похоже на то, как игрок разработчику говорит, что не так. Здорово. Как дела? Здорово. Здорово. Пинг большой. Блин, ну я пинг ничего не могу поделать. Это у меня интернет, походу, ему плохо стало. Недавно мне интернет предложил на косарик перейти. Ну, косарик имеется в виду скорость. Не 100, а на 1000, короче. И вот, походу, мягко намекают. Слышишь, это как с этими, с телефонами, когда выходит новый, то старому в прошивку немножко, короче, делают его слабее программно. Тип текст, текст виджет. Вот такое вот кривое название, которое мне не нравится. Tooltip текст виджет.
Ну когда починишь инет, тогда и не будет багов. Да, ну вот, да. А, это ты потому что баг был? Почему? Я про задержки в трансляциях, то, что там чат как-то отображается, жалуются. Еще позавчера началось. Что-то ставил tooltip текст, виджет. Тавер tooltip без V. Не, я хочу V, я хочу, чтобы я понимал, что это четко виджет. По tooltip понятно, но все же B надо. Текст надо, tooltip надо, тавер. Тавер можно и не делать, но это же для тавера именно относится к таверам, а в остальном там может быть свои tooltip тексты, то есть там какой-нибудь, я не знаю, room tooltip текст V мы создадим. Хотя в таком случае они должны будут от чего-то наследовать своего, типа master tooltip текст V. Но все равно у нас остается тавер tooltip текст V. Все, мне нравится название. Public Widgets. Widgets Towers. Сюда пойдешь, выбор папки. Public Widgets Towers. Create класс. Это я создал. Сейчас я объясню. Run, Forest, Run. Куда? Куда надо бежать? Куда? Говори, куда будем бежать. Будем бежать. А знаете, что вот это знаете, что мы класс сейчас создали? Не-не-не, стой. То, что мы класс К создали. релизу в Стиме. А, к релизу в Steam. Мы, в общем, мчимся прям. Прям мчимся мы. Так вот, знаете, что значит это? То, что мы класс создали новый. Давайте, пока он это делает тут. Кто догадается, что это значит. Давайте я подожду чуть-чуть. Заполняю. SBD. Короче, ответа не будет, да? Я вам помогу тогда. Это означает, что у нас дополнительная вкладка здесь появляется. Это значит, что у нас +1. Вот здесь вот. Вот что это значит. Кто ты, воин? В помойку. Кто ты в помойку? Кто ты воин? В помойку. Кто ты воин? В помойку. Кто? Это не в помойку. Да. Так, Activate. Чё я не здесь хотел, да? Не, подожди, это все правильно здесь. Вот эту часть мы воруем отсюда. Name TB и cost TB. Вот это мы отсюда забираем. Здесь нам больше не понадобится. И передаем ее сюда. Паблик. Паблик сюда полетел. Класс. Сюда полетел. И это еще не все. Это еще не все, ибо у нас тут сейчас отвал пойдет по полной программе. Так как мы забрали... А мы что, плевать? А мы не плевать. Вот эта часть, вот здесь он должен будет обратиться к указателям именно вот эти Tower Tooltip Text V. Класс U Tower Tooltip. Tooltip Text Widget. Да? Tooltop. Что это такое? Tooltop. Я только увидел, как я назвал его. Что такое тулип? Тулип, вот это вот. Что это такое? Что это? Кто это мне сделал? Кто это, а? Признавайтесь. Так, Tower Tooltip. Подожди, Tooltip. Tower Tooltip. Это вот по-любому это ты мне сделал, а потом фейспалм пишет вот это вот.
Tires, tooltip. Какое это турецкое слово тулип? Рано заметил. Рано заметил. Надо было это, да? Когда уже там в конце на релизе. Это ж невозможно. Я вот как бы сейчас-то... Сейчас бы все tooltip. Tooltip есть. В смысле? Так, ну теперь его ищи называется. В помойку, в помойку. Tooltop, tooltip, текст, виджет. Есть. Так, upgrade. Епт. Виджет bin, да, все правильно. Upgrade. Tooltip. Текст. Upgrade. Tooltip. Текст. Их-то несколько. Текст чего? Их-то несколько будет. Ломаюсь. Как у нас там вся эта история была? Закрыл. Так, это убрать. Верни меня обратно. Вот сюда. Tower Tooltip текст есть. А можно теперь мне плюсовой файлик, пожалуйста? Я был бы крайне признателен. Что такое Tower стоит? Зачем он нам тут? Пойди. Сюда вот открыть. Угу. Tower Tooltip. Сохранить. А вот это товарищ Tooltip. 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 Все, есть. Там раздупляется. Конец его. По Название. структурам классам не будешь переносить все переменные button. Или и так сойдет? По структурам класса? Не понял, в смысле. Баттон, но у меня же баттон это и есть класс. Мой класс. Вот эти вот баттоны. Или что значит по структурам классов не будешь переносить все переменные? Что значит? Типа вернуть их в отдельный класс, а зачем? Зачем мне прослойка дополнительная? Я же ее никак использовать не смогу. Причем, ну, мне создавать отдельный класс, в котором будет той же пачкой это лежать, зачем? Зачем мне прослойка? Или я что-то не понял? Вот тут-то он называться должен иначе. У нас-то есть вот этот name, потом cost, потом я хочу еще вот этот ограничитель, это max лимит, точнее лимит, просто будет лимит. Называется upgrade tooltip name, cost, потом лимит и все пока что. Лимит и пока что все. Потом я хочу скопировать, очень сильно хочу вот сюда вот в protected. Я хочу вот этого tooltip хочу, чтобы он вздрачивал вот этот текст-блок. Угу. Есть контакт. Потом. А что потом? А потом мы должны его сюда подключить. Ну пусть будет датасет здесь, include. Не сюда мы его должны подключить.
Сюда. Тут тип текст, вот. Тут тип текст. А, батон съехал, поэтому вот здесь, блин, все в разнобой. Как некрасиво. Как некрасиво. Все, что сейчас ищу здесь? А, вот эти я штучки ищу. Сюда их засунуть. То есть он делает... Мы, короче, можем вот так вот сделать. Потом достать из него как там? Name TB. Достать. И вот так вот сделать. То есть доставать. Либо мы там метод запускаем. Но у меня вопрос, во-первых, тут текст у нас вообще отсутствует, да? Логично, логично. Set текст. Ну, правильнее, наверное, будет сделать все-таки метод, потому что мы тогда, если что, мы в методе можем какой-то триггер навесить, чтобы мы понимали, что set текст запускается. Как минимум. Как максимум, чтобы методы лишние не создавать. Просто взяли, достали и не морочишь себе голову. Наверное, меньше мороки будет так. Так, только в этом случае cost мы достаем, а здесь мы достаем лимит. Лимит. Но вот здесь мы не лимит достаем. Тут какая-то другая фигня есть. Я не помню какая. А, все. У него больше ничего нет. А что это за тавер BSD? Вот это вот интереснее получается. У него же 2 DA, это штавер BSD передается. То есть это базовая настройка. А там же есть тавер апгрейд, по-моему, или как так называется. И нам надо именно с него достать эту всю информацию. Вот тавер апгрейд DA, да. U тавер апгрейд DA. Вот, D equal 0 pointer. 0 equal 0 pointer. А вот здесь вот мы делаем вот так. Cast U тавер. U тавер. Чё не так? Cast U тавер. Грейди. Тавер. Base D. If upgrade D. О, вот здесь, да, вот оно будет. Мы сейчас через метод это будем делать, потому что мы init будем делать. И вот как раз таки, если у нас они изначально все закрыты, скрыты, да, но кто их будет скрывать всех? А никто, потому что он один раз открылся и все. У нас же нет этой фигни на этот, как его. А, или есть. Вот здесь. Tooltip. Но это надо привязываться к финалу анимации тогда. Когда к финалу анимации надо привязываться. Ну, короче, смысла скрывать нам нет, потому что у нас в башне пока что больше, точнее, меньше информации, чем в апгрейде. А в апгрейде дополнительная информация идет. Но это пока что, правда. Но вот как будет другая, тогда и будем переделывать.
Тогда мы просто на делегат вот этот повесимся. Реверс. Тогда там этот менять надо будет. Ну, что-нибудь придумаем, это не проблема. И скрывать будем именно визуально вот эти вот параметры. Либо просто их постоянно скрывать. Но если просто постоянно скрывать, тогда нет смысла от этой анимации. Что он выезжает, заезжает. Upgrade day. Если upgrade day, то мы запускаем вот эту часть. Limit TB, base, бла-бла-бла. И он достает отсюда. Достает upgrade limit. Вот такой вот. Но лимит TB у него нету. Его сейчас завезем. Лимит. Балбес. 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 Value тебе. Value тебе. Везде value тебе. У нас один. Мы же не пачкой все создаем, а вот это каждая линия, это и есть отдельный виджет. Ну, отдельный наш виджет, который будет. Поэтому, как бы, да. Хватит обзываться. Что, нельзя самого себя чуть-чуть пообзывать, что ли? Запрещаешь? Или как? Метод. Init. Не обзывайся, а то, как говорится, говоришь на себя, переводишь на другого. А ты хорош, ты знаешь? Так, одну секунду. Гений, миллиардер, плейбой, филантроп. Да-да. Да. Так, void void init tooltip text. Init tooltip text. F-текст. Ну не, если блин. Если по ссылке его придется сразу создавать там, и все равно создавать его придется, короче. Поэтому просто F-текст. Текст. Он принимает в себя. Вот. Какие вот дела. И нет tooltip текст. Может быть, все-таки... Короче, есть колхозная история, что ты ставишь такую штуку, как
Короче, всегда ее просто либо отключать, либо это. То есть здесь мы ее отключаем, просто всей пачкой полетело отключение. Либо мы берем и это самое, всей пачкой ее подключаем. Вот такая вот история. Вне зависимости от того, что тут происходит, то есть он сделал return, но перед включением, именно включением, мы старые затираем. То есть мы обращаемся ко всем name cost limit и просто-напросто их и стираем. Рефреш типа сделать. Он их всех делает visibility. В таком случае можно просто set visibility поставить. И не надо ничего вниз запускать. То есть вот тут вот. Смотри. И нет tooltip текст. Вы не tooltip тексте. Мы. Сейчас что-то рожу. Сейчас что-то родится. Сейчас супер мысли. Супер гениальная идея. Мы вот здесь вот делаем set visibility. Visibility. Yes. Что происходит? Yes, late. Visibility. Visible. Сходу. А потом value to be. Мы ничего не делаем, потому что мы его не подключили. Include. Понятно. TS. Ну да, set text. Что за векс? Текст. Set text. Вот этот текст. Вот. Зачем мы делаем именно принудительно visibility? А по простой причине, что вот здесь вот здесь он сделает set visibility для них всех false. Так, я хочу вызвать метод init. Вот здесь у него. И init tooltip текст. Нет, tooltip текст, да. И пройтись по этим всем товарищам и сделать их set visibility. Yes, late visibility. Collapsed. Представляете, как это путает? Вот это вот все. То есть он этот чудак какой-то, да? Какую-то фигню сделал вначале set visibility collapsed, а потом им текст назначил. Вы поняли, вообще неочевидная вещь происходит. Но тут на самом деле супер гениальная идея скрыта. Так, мы, значит, все сделали. Можно запускаться, создаваться. Получается так. Еще нужно, типа, анимации же сыграть. Триггер. Триггер fail. Void. Вот здесь вот. Триггер. Fail аним. Аним. Play. Может, play тогда? Play триггер аним. Play триггер аним или fail. Fail аним триггер. Fail аним. Мне нравится триггер, просто это слово классное. Там будет триггер fail аним. Там и цвет поменяем, и вздрочим его. Прям будет красота. Play animation.
Он хочет сюда, так вот хочет. Там форвард, он и так форвард играет. Все, нам больше ничего не надо для полного счастья. Все, есть. Точнее, не все есть, но все есть. Потому что фейл, когда у нас будет вот здесь вот, у нас разные фейлы происходят. То есть, когда мы клацаем апгрейд или спаун тавера, у нас, допустим, должно пройтись первое на вот это, вот он стригериться должен, кост стригерить и здесь должен на кост именно стригериться. То есть у нас вначале вот эти вот все проверки пройдут, а потом мы на кост отдельно проверим, и в кост там тоже будет ретурн, но и триггер нашего метода, что кост типа стригерился. Ну так вот, область видимости определяет блок данных в стеке, которые будут сразу же удалены при выходе из области. Что-то тебя в прошлое катнуло. Но это полезная информация, спасибо. Coins. Потом у нас есть лимит. Ну, пока у нас только два, то есть лимит и этот. А лимит у нас проверяется здесь. Вот здесь. О, он здесь проверяется. Читать Ген продолжение апгрейд. по ссылке. Да, конечно, да. Это типа... Ёпта. Типа троеточие заметил. Display. Display. Ну, тут вот для красоты чисто, чтобы прям вообще было хорошо, мы сделаем. Мы сделаем так чисто, чтобы было хорошо. Делайте это упражнение 3 раза в день, и шея будет ровной. Читать далее. Да. Чтобы похудеть, всего лишь нужна соль и... Вот это вот фигня, да? Со своей шеей. Ей, кстати, полегче чуть стало, я не знаю. Я уже давно ее не драконил в качестве занятий, но... Что-то полегче стало. Либо я уже привык, она уже просто... Ну, я не ощущаю эту боль. Так. Tower Payment, Upgrade Cost. Подожди. Вот сюда вот нам надо триггер будет поставить. Вот, сюда как раз таки. Вот сюда триггер о том, что лимит надо У меня при вздрочить. повороте влево раньше болело, теперь не чувствую. А что напрягается? Там же справа вроде напрягается, когда влево смотришь, когда вправо в это. У меня, короче, тут слева где-то что-то болело. Но оно там сейчас тоже как-то... Но сейчас напряжение какое-то есть. Не боль, а напряжение. Там именно оно прям, ну, короче... Но я думаю, это апдейт просто был завезен. Но я его как бы уже прошел весь контент апдейта этого. И как бы я уже как не ощущаю это все мне. Поэтому... Я думаю, нерв немного выходил из межпозвонков. Может быть, все может быть. Еще ты триггернулась в памяти в ТикТаке видел. Сейчас сообщение придет. Оно долго идет с Ютуба-то. Прошел контент и откатился. Да. Мем видел, там, мол, чувак такой показывает, это кто вот это вот делал, и там вот эти вот все вены, нервы, короче, как у человека, типа, это что за кейбл менеджмент? Я пофиксил всю это стяжками, короче, чистая прямая такая. Типа, та же самая фигня, типа, фиговый кейбл менеджмент,
короче, внутри, поэтому он там что-то зашел за что-то и в общем, получилось то, что получилось. Да ладно. Так, значит, надо триггеры добавить. 2 триггера. А мы можем напрямую, да, к нему обратиться. Можем напрямую к нему обратиться. Да постоянно вижу этот прикол в инсте. Недалекие люди, эх. Постоянно я первый раз увидел. Видишь? Ну, Cable Management, конечно, да, там... А что это за прикол вообще с организмом? Чё он такой странный? Почему дыхание, вот, допустим, почему дыхание, потребление пищи, потребление жидкости, все через одну дырку? Что это за фигня? Через один проход. Что это такое? Все подряд через одно место. Что это такое? Так. Причем, если при употреблении жидкости там выхода 2 разных, а при употреблении, ну как от дыхания получается кислород потребление, и там где выход, там, точнее там где вход, там и выход. И что такое? Человеческое тело прекрасно, просто за тысячелетия без естественного отбора генотип очень быстро деградирует. Смотрел фильм «Идиократия»? Естественно. Естественно. Ну, я понял сразу к чему-то, но... это... Ну как, причем здесь cable management, условно, к идее идиократии. Вот так вот, скажем. То, что оно прекрасно, это ж не говорит о том, что оно не без изъянов. Так вот. Или прекрасное вообще во всем нет изъянов. Короче, мы можем напрямую обратиться. Дело в том, что и просто-напросто там именно вызов сделать. То есть вот так вот мы берем к нему. Я к тому, что деградация затрагивает не только интеллект. В смысле деградация? В каком плане деградация может быть не относительно интеллекта? Что то, что мы там условно мех потеряли, если брать очень далеко, или то, что мы медленнее стали, там, ну, менее выносливее, я не знаю, как сказать, ну, в общей своей массе там, или что, или с зубами как-то не то, или что. Но даже с сегодняшними технологиями люди не способны повторить даже самые простейшие структуры организма. Единственный момент, который мне не нравится, что нам надо будет, отсюда-то мы его достанем, но нам надо будет подключать... Выносливость, иммунитет, мышечная масса и так далее. Но у нас все в мозг ушло. Ну, я понимаю, сейчас по всяким соцсетям не скажешь, но тем не менее. Да? Смотрите на меня, как говорится. Вы же не скажете, что все в мозг ушло, но как бы да. Ну вот, все в мозг, все в мозг. Выносливость нафиг, все в интеллект. Иммунитет нафиг, все в интеллект. Все в интеллект вкачивали. И вот так вот получилось. Мозг сейчас очень быстро деградирует. Наверное, не знаю. Короче, я не хочу сюда подгонять этот, как его, этот виджет дополнительный. Поэтому, наверное, я триггерну что-нибудь у TiverPoint. TiverPoint что-то не триггернул. Либо мы сделаем инициализацию и передадим 2 делегата. Опять же, та же самая история. Типа... Вообще, чем сложнее структура, тем легче ее сломать. А мозг считается самым сложным у нас. ну да, чем сложнее механизм, тем, да.
True. Короче, какие варианты? Либо мы напрямую вызываем, но тогда мы подключаем, у нас попадает этот в зависимости от того виджета, причем мелкого. Это плохо. Мне это не нравится. Не что я против каких-то зависимостей, есть и не есть. На мой проект вообще никак не влияет. Но мне это не нравится в данном случае. Потом какой вариант есть второй? Второй вариант — это просто метод создать в TiverPoint. И как-то, потому что TiverPoint у нас подключен, мы можем спокойно им орудовать. И там что-то сказать ему, там либо булу какую-нибудь принять, либо enum. Ну, в данном случае нам и була хватит, потому что у нас два варианта. Но если добавляется третий, то бул уже не канает. То есть надо какой-нибудь enumчик создать там локальный, который определит, что именно он триггерит. И там триггер что-то там, короче, сделать. Триггер там tooltip текст. И через него сделать. Либо мы создаем инициализацию, передаем туда два наших делегата, а потом, если третий появляется, 3 делегата передаем, если 4 делегата передаем, уже не нравится мне. Вариант остается только с инициализацией, то есть чтобы сам этот виджет в зависимости от enum просто-напросто понеслась, короче. Триггер tooltip текст. Все, мне нравится больше идея с этим самым, с enum. Тут создадим enum. А как мы создаем enum? Где у нас enum хотя бы один есть? Этот вот патчик мне, пожалуйста. Ну, мне вообще вот этой патчики достаточно будет. Все так, опля. Tooltip текст. Tooltip текст хочу. Cost. Лимит. Enum лимит. Tooltip текст. Хорошо. Мы создали и теперь делаем void. Trigger. Tooltip. Текст. Tooltip. Тип текст. Я не знаю, value. Мне только value в голову приходит. Все. Switch value. Switch value. И значит, что у нас? Здесь он обращается к косту. Делает триггер fail. А здесь он обращается к этому, к лимиту. Делает его же. Хорошо. Сейчас мы отсюда еще делаем их. TiverPoint V. Сюда вот скобочки. TiverPoint V. TiverPoint V. Tooltip текст. Tooltip текст. Это у нас e-лимит. Подожди, а что я называю еще за бред?
Никто, главное, не сказал, что я чушь делаю. Лимит. Есть такая история. А вот тут надо переделать дополнительную проверку здесь через if. Так. Тип. Пост. Вот это вот мы скопируем. Вообще удалим отсюда и сюда подставим. Скобочки-то нужны в любом случае, ибо тут return. Вот такая вот история будет. То есть, если у него не хватает денежки, то он как бы улетает в помоечку. Ну, в помоечку плюс говорит нам о том, что не хватает денежки. Success. А где fail? А, я везде success делаю. Подожди. Вот здесь это fail должен быть. Sound. Fail. А я success передаю. Fail. 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 Также бы и сюда бы его, наверное. Но здесь бы хотелось, конечно, другой звук немножко по денежкам сделать. Но я сделаю этот. А, еще же изменить этот саунды. Сейчас изменим саунды еще дополнительно. Да-да-да. Вот сюда вот подставим вот этот fail. Сюда Ctrl-C, сюда Ctrl-V. Сюда вот подставляем его, а вот это вот удаляем. Все, есть. Тут бы вместо файла, конечно, денежка. Денежка. А теперь вопрос по поводу вот этого U-Meta-Sound. Там же U-Meta-Sound используется, правильно? В этом вместо вот этого Soundbase там используется U-Meta-Sound. И самое интересное, что его, по-моему, подключать надо, и там он через какой-то такой мерзкий, противный. U-Meta Sound Upgrade. Sound Meta. Мета пока сделаем. Хочу посмотреть, это то или не то. Потому что если это то все хорошо. Если это не то ничего хорошего. Так, failed. Где failed? Что мы сделали не так? Find delegate or enum. Чё? Delegate or enum. Struct with name U-Meta Sound. Все, принимается. Смена. Сейчас зайдем, будем смотреть, значит, что там они как делаются. Значит, не мета-саунд. Все равно failed. Где failed? Класс. Запятую забыл, послушай. Или что не так-то? Почему класс не нравится? Failed. Так, теперь ему вот этот... E-косты не нравится ему. Лимиты, хорошо, дальше. Все, есть контакт. Запускаемся. Тихо, не падайте. Запускаемся. Так, это нам не нужен. Нам нужен виджет, вот этот tooltip текст. Вместо вот этих горизонтал боксов будут вот те tooltip тексты.
Ладно, не буду их трогать. Хотел потрогать, но потом передумал трогать. Reprint. Текст V. VBP, то тип. Текст. Ну, это вообще тавер. Тавер, тут и текст. Это очень важно. Блин, как бы кайфово называлось, если бы делал как майки. VBP-TTT. Как назывался бы класс. Вот это был бы вообще кайф. Так, Horizontal Box. Horizontal Box пока что desired. В него текст. Текст блок. Можно, конечно, вот этот рич использовать на будущее сразу. Может, его стоит использовать. Типа он-то точно такой же, он, скорее всего, наследует. А, нифига, он не наследуется тут. Basic Latin. Basic Latin. Это прикольно. Text Style. Ой, фу, ну и ладно, не, это потом когда-нибудь. Ну да, потом. В этом нет необходимости. И второе добавляем. Первый у нас называться должен value тебе, а второй вообще не важно. Мы должны дать возможность его изменить. Set text native construct делать для первого. Name тебе. Подожди. Name text block. А вот это value тебе. Так, потому что вот это вот у нас всегда будет текст-блок, мы не знаем, там, cost, name или еще что-то, то есть вот это вот фигня, то есть там двоеточие, не двоеточие, мы не понимаем, что там, у нас нет такой возможности все это сделать. Так, animation, как она должна называться? Tooltip anim. Tooltip anim. Tooltip anim. And value TB. Да, я хочу его вздрачивать. Я хочу, во-первых, color ему дать. Вот он, color. И я хочу ему transform немножко так чуть-чуть вздрачнуть. И color поменять. Color начальный, точно такой же. Потом сюда я хочу, чтобы он был full red. Red. Все, запомнить. А потом в 0.2 он возвращается обратно в свое текущее состояние. Запомнить. Что-то как-то быстро, да? Что-то как-то быстро. Давайте 0.4 тогда делать. До 0.2 увеличим. То есть 0.4 будет. Так вот, оп. О, даже больше, ближе к истине. Можно даже еще и оставить его, сделать 0.5. Ладно, давайте 0.5 сделаем. Вот так вот можно было все сразу потянуть, окей. 0.5, но вот здесь вот до 0.2 все снизить. Поняли? И вот здесь вот еще один раз прописать по нулям. Так вот, добавить. Соответственно, он чуть побудет красным еще. Оп. Есть контакт. Это с колором. А теперь transform. Translation. По иксу мы его немножко вздрачиваем. 0. Вот здесь, да, 0. Все, мы его записали.
0,1, 10. 10 это много, 5. 5 нормально. 5. 0. Минус 5. 0. Ну, нормально, да? Ну и нормально, все отлично. Меня устраивает. Сам текст. Какой текст сделать такой красивый? Там прям, уф, сейчас красоту наводворим. Обалдейте. Давай, коричневый хочу. Коричневый хочу. Хочу еще что хочу. Что за дроид? Давай будешь дроидом. Size 24. Даже 20, наверное, там маленький. Чё? Зачем его? Также я еще что хочу. Я хочу линию. Outline size 1. Соответственно, здесь 19, чтобы компенсировать. И outline color. Такую. Ну, блин. Угу. И ты стал белым. А что ты стал белым? Ты что? Немножко обалдел, что ли? Compile. Ну да. Он-то как бы здрасте, да, а я здрасте. А он тоже здрасте. C3PO. Да-да-да. Paste. Блин, колор заново, что ли, вздрачивать придется. Ладно, давай delete сделаем. Paste. Все, compile, он типа его сохранил. Вот теперь мы color делаем, смотрим, что там у него. Color and opacity. Вот, у него такие вот параметры. 0.4, 0.4. Мы делаем их плюс. И мы делаем их здесь плюс. Все. Потом вот сюда вот мы делаем их 1. И, пожалуйста, 1, 0, 0. Все, отлично. Сюда тоже 1, 0. Все, есть контакт. Compile, save. Все это compile, save. Идем в TiverPoint. И вместо вот этого вот безобразия добавляем наше безобразие уже новое. Tiver. Tooltip текст. VBP Tiver. Tooltip текст. Давай его сюда. Опля. 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 Так, upgrade tooltip name. Upgrade tooltip. Upgrade tooltip name. Name. Здесь у нас дальше идет cost. Cost и лимит. Лимит. Хорошо, есть контакт. Теперь я хочу еще одну вещь, тоже очень интересную и важную. Может, тебя здесь? Так, вот так, да. Ага. Именно. А вот ты у нас здесь должен быть, да? В плане того, что он прижимал его к краю. Вот этот кост. То есть, если я сделаю его fill, то он там к краю его прижмет.
Но вот этот вот, я хочу, чтобы тоже был fill. Но они пополам его поделят. А я хочу, чтобы ты его не делил пополам, а был где-то 0,2. Я периодически захожу, но ничего не пишу. Хорошей работы. Это хорошо, спасибо. Хорошо. Ну, то, что заходишь, хорошо, то, что не пишешь, плохо. То, что пожелал, хорошо, спасибо. Тебе там всего тоже хорошо. Фил, в чате игрофил. Игрофил, в чате игрофил. Хахах. Так, вот такую вот вещь сделать, то есть его немножко отодвинуть, чтобы он здесь был. Ну, вот это, конечно, некрасивая сторона. И плюс он будет дрочиться от этого, по-моему. Ну-ка, тогда 0,1 сделаем, чтобы он еще чуть-чуть правее ушел. Все было хорошо. Сейчас посмотрим, как это будет выглядеть. Если они на одной линии будут, окей. Если нет, тогда мы им паддинги дадим просто и не будем себе мозг выносить. Так. Но он, скорее всего, их сдвинет. Теперь вот здесь вот нужно f-текст вынести, который на native construct будет работать, чтобы он нам текст подгонял. Ибо нам надо здесь его задавать. Соответственно, мы идем куда? Правильно, сюда мы идем. Здесь в protected создаем void virtual void native construct. Конечно, с маленькой, естественно. Override native construct. Native construct value tb. Блин, это... ну, в принципе, нормально value tb. Set text. Текст. Потом вот здесь я хочу видеть... и ладно. Категория TPV. PV. Только у него же другая категория. Он не TPV, он TTTV. TTTV. Типа Tower, Tooltip, текст, виджет. Кайф. Ну, естественно, что это f-текст, текст. Естественно, с маленькой, конечно же. Текст. Все, есть. Он задает текст ему. Перезапустим. Всякий случай. Сейчас проверим, и на перерыв пойдем. О, на перерыв какой пойдем. Мощный перерыв будет. Обалдеть. TTTW это как BBC. Про какой именно ты BBC? Друзья, я знаю несколько BBC. Я знаю, канал есть такой. А, есть еще второй BBC, но я не буду его озвучивать. Тут дети смотрят. Так, сюда. Текст задаем первый, это name. Тот, что из хаб. Так, а что ты... потому что не native preconstruct. Preconstruct. Что это я? Native preconstruct и супер еще забыл. Супер native preconstruct.
Я перезапускаю дубль 2. Почему? Просто потому, что мне нравится перезапускать. Обожаю. Здесь что я делаю? Так, name. Отгадайте, что сейчас будет происходить. Сейчас мы будем заново создавать. Точнее, перезапускать. То я value тебе задал. Успех. Перезапускаем. Кайф. Это кайф. Вот это же совсем другая история. Кост и лимит. Оп, а это на месте остается. Видите, как красиво все сделано. И самое интересное, что теперь он тоже будет расти. Ну-ка, короче, сейчас узнаем. О, а с лимитом... А лимит-то мы не сделали, чтобы он подтягивал, вы поняли? Но зато сейчас можно с костом посмотреть, как... Ой, он туда вылез. Ну да ладно, сейчас мы его тогда чуть подтянем. Ну давай сюда на весь экран, чтобы было. Так, кост 5, допустим, мы поставили башенку. Теперь мы хотим этот... О, какая красота! Поняли, поняли? Видите, он не это самое. Кост не хватает денег, денег не хватает. Лимит 5. Откуда он взял 5, 3? Потому что мы уже передали. Смотри, лимит он подтягивает. Но он тут немножко по-другому должен работать. Он должен 2 значения передать. Мы сейчас перегрузим этот метод, и он будет 2 значения принимать, потому что ему надо максимальный лимит принимать и текущее значение принимать. То есть, ну, сколько из скольки существует. Что толку от... О, лимит. Видели? Только он исчезает, блин. Там надо передрочить его. Виджет создавался как-то и... Как-то виджет создавался, короче. Либо убрать таймер. Я, наверное, таймер уберу. Либо сделать его прям очень большим. Либо не делать его таймер это самое. Подожди, у нас же открыть... так я таймер сейчас уберу там, да, и будет счастье. Вот этот таймер надо убрать. Вот этот таймер убрать. Все же он нам не нужен. Какой? Какой таймер? Где ты? Уф. Вот этот таймер. Этот таймер либо убрать, либо сделать его прям очень большим, но нет смысла, так как мы переключаемся, и у нас не будет проблемы, и все хорошо.
Но он действительно нам не нужен, так как если когда мы включаем новую, у нас все равно они закрываются. Если мы наведемся на него и уведемся от него, у нас запускается в любом случае таймер удален. Если у нас начинается волна, он все равно скрывается. То есть, а так мы его открыли, если мы на него не наводились, то он в принципе висит и висит, он нам ничем не мешает. Нам не надо судорожно там быстро бежать. Просто тогда он нужен был, так как там несколько еще были какие-то идеи, чтобы несколько они создавались. Сейчас в этом нет необходимости. По поводу перерыва, надо на перерыв идти. Хочется сделать вот эту штучку. Вот тут Тонкост говорит о том, что дополнительно бы еще... не, подожди, это если фейл. Где мы инициализацию делаем? А будет туман войны до начала крипов? Не, никакого тумана войны. Туман войны будет в том, что мы не знаем, какие карточки юзнули. Ну, либо большинство карточек не будет юзать. Ну, мы не знаем, что именно юзнул враг. Короче, что именно юзнул враг. Мы не будем знать до начала матча. Ну, до начала волны. Либо будем знать. Вот я еще не уверен. Вот это единственный туман войны. Может быть, это часть карточек. Просто если он будет знать, то тогда мы можем добавлять новую механику. Допустим, карточка, которая скрывает следующие твои карточки. То есть ты юзаешь карточку, и следующие карточки враг не знает, которые ты юзаешь. Я про этот туман и говорил. Про то, что враг будет знать или не будет знать, что ты юзнул. Но я еще не знаю, как именно. Но я же говорю, если делать, чтобы мы все знали, какие карточки именно юзает, это хорошо, мы от этого можем отыгрывать. Но тогда появляется такая фигня, чтобы ждать до последнего и в последние секунды начать юзать какие-то карточки крутые. Или особенно чувак нажал, типа, мол, следующий ход, у него все блокируется, он больше карточки не может юзать. А мы еще не нажали следующий ход. И мы, типа, бац, крутую карточку, которую, чтобы он ее не заблокировал. И вот эта вот фигня появляется. Я не знаю, хочу ли я с этим бороться или не хочу. Но, тут есть другие плюсы. Во-первых, то, что можно отыграть вот эту вот фигню. И дополнительная карточка может появиться. То, что мы берем и скрываем наш ход. То есть, бац, враг не может видеть, что мы именно юзаем. То есть у нас выпала карточка скрытия. Мы юзаем эту карточку скрытия. И другие карточки юзаем. И враг не знает, что мы делаем. Вот такая вот штука появляется. Потому что если все просто скрыто изначально, то как бы... Можно, чтобы эффекты применялись после таймера, а ты спокойно наложишь эффекты. А ты увеличь награды за применение карт в начале катки. Эффекты будут применяться не то что на таймере, эффекты будут применяться в моменте начала волны. То есть у тебя перерыв, минута, вот, допустим, да, между волной. Ты там башни строишь, улучшаешь их, карточки какие-нибудь юзаешь, да, рассматриваешь, что там противник построил, какие башни, чтобы понять, какие карточки юзнуть, или как себя усилить там, да, и ты их юзаешь, карточки, вот, побросал эти карточки, и все, а их эффект начнет действовать только с моментом начала волны, потому что они все влияют в основном на саму волну, а вот это вот скрытие уже влияет на картонки именно. Вот. Либо же сделать так, что скрытие, допустим, все карточки вот эти скрытия, они не активные. Вот. Я придумал. Вот и я это хотел предложить. Ну так, а я это уже здесь как бы и так планирую сделать. Ну, если ты про то, чтобы со стартом волны оно было. А у меня сейчас просто идея другая возникла. Может, ты бы об этом говорил. Лучше как импакт карточек уменьшить со временем. Лучше так. Импакт карточек уменьшается со временем. Так проще можно. Они стоят просто больше бабла, и все. Импакт не надо ничего трогать. Все. В чем суть? Какая идея у меня возникла? Вот эти все карточки, которые влияют не на мобов, а на либо чужие карточки, либо свои карточки, там вот, как, к примеру, вот этот скрыть, оно будет работать на следующий ход. То есть у нас есть сейчас, вот сейчас, да, перерыв идет, волна, и после следующей вот этой волны, которая будет уже в том ходу, будет скрыты карточки, там, или, допустим, уменьшена стоимость для нас, или увеличена для нас. Уменьшение стоимости не даст стимула не беречь их до конца. Не беречь их до конца. Короче, я не очень вижу проблему с карточками, что
этот, как его, чтобы их импакт... Так, а что импакт? А как импакт? В чем проблема импакта? Можно потом добавить, кстати, чтобы карточки можно как-то было соединять. Условно, ты берешь, соединяешь карточку, она становится в 2 раза мощнее. То есть ты 3 карточки соединяешь. Потому что одинаковые карточки нельзя в бою юзать. То есть ты не можешь там взять тупо к ХП, понадобавлять, миллион карточек закинуть и все. 3 карточки одинаковые, допустим, которые дают ХП. Ты их соединяешь, она теперь дает в 2 раза больше ХП, но стоит не в 2 раза больше, там в 1,5, допустим, где-то так. То есть тебе выгодно ее использовать. Это даже, пусть даже в 2 раза стоит дороже. Все равно тебе ее выгодно, потому что ты, ну, как бы, здрасте. И вот таким образом ты 3 карточки берешь, обмениваешь. Ты же сам сказал, что проблема будет в том, что будут беречь карты до конца. Не карты до конца. А, ты имеешь в виду в момент хода. А я что-то подумал, что ты в самом процессе игры до конца. До конца беречь, до конца беречь решается, мне кажется, проблема. Это решается тем, когда карточки будут оставаться на следующий ход. То есть ты юзнул сейчас, но эффект, если она влияет именно на твои карточки как-то или на карточки именно противника, то есть, допустим, делает картонки дороже или картонки дешевле, то это все сработает на следующий ход. То есть, как бы вот так вот. Типа такого как-то. Или какие-то карточки сделать наоборот. Сделать какие-то через ход работают, какие-то через 2 хода работают, какие-то через 3 хода так работают. будут беречь до последнего хода. Как будут беречь до последнего хода. Ну, я не знаю, как посмотрим. Это все-таки надо смотреть будет, как это работать будет. Но суть такая, что вот да, на следующий ход оставить, и дополнительная появляется механика, то, что какие-то карточки работают на следующий ход, какие-то не через 2 хода, через 3 хода, через 5 ходов, в зависимости от их мощности. Допустим, там берет и удорожает все у противника в 2 раза, да? Все карточки, тавера стоят в 2 раза больше, работает через 5 ходов. Круто. Но есть другая карточка, которая, допустим, это нивелирует. Да, но она стоит сколько-то там денег. И чувак просто берет и юзает эту карточку, если она ему выпала, конечно. Я что-то хотел рассказать как раз по этому поводу. И появляется еще дополнительная механика карточки, которые уменьшают для твоих карточек. Карточки, юзнутые с механикой следующего хода, минус 1 ход получают. То есть, меньше, но не меньше единицы, естественно. То есть, получается, если там должно было быть на 5-й ход, то будет на 4-й ход. Если будет на 4, то на 3-й. Ну, типа такого. Еще можно добавить карту, которая забирает случайную карту у врага. Это сильно жестоко. Ну, типа на 5-й ход забирает случайную карту у врага, да, вот типа такого. На 5-й ход забирает случайную карту у вашего противника. Ну, я думаю, рунами назвать эти все истории. Не карточками, а рунами, чтобы повыпендриваться. И чем дольше игра, тем чаще отнимает хорошие карты. Не, ну она ж не постоянно. Ты ее 1 раз юзнул, и она 1 раз сработала. Ну вот, то есть ты юзнул карту, но она должна какой-то бонус давать. Ну, условно, ты тратишь на карту 50 золотых эту, и она там через, не 5, пусть на 3-й ход отнимает рандомную карту, но дает рандомное количество золота от 0 до стоимости вот этой вот золота, которую ты на нее потратил. То есть чуть-чуть так золотишко поднакинуть. Как бы карточку-то отнять, золотишко поднакинуть. То есть как бы вот такая двоякая история была. То есть я могу крутую карточку у него стырить, важную карточку, но могу какое-то говнище стырить и дать ему больше золота при этом. То есть много золота. Ну типа такого что-то, короче, попридумывать. Это ж такое дело. Нода заюзал на 1 волне, отобрал ширпотреб, юзнул на 10 отобрал платиновую карту. Не, ну платиновая карта может и не быть. Я же говорю, скорее всего мы рунами назовем, чтобы так чисто повыпендриваться. Так, ладно, давайте сделаем перерыв и добьем вот эту штуку, чтобы он туда ее, короче, писал там, допустим, 1 из 3, 2 из 3, 3 из 3, и там, короче, вот было. Но мы сейчас перегрузим метод. Все будет окей. Давайте 5-10, максимум 15 минут продолжим, окей? Продолжаем. Итак, вот этот тултип, я хочу немножко его изменить.
немножко его изменить. Где мы его вообще вызываем? Мы его в этом вызываем. Угу, вот здесь мы его вызываем, да. Что касается лимитов. Падает микрофон. Вы падаете. Чат падает. Так. Что касается лимитов. Мы хотим туда не только текст передать. Потому что текст это вообще лимит этот самый. Немножко иначе сделаем. Мы его переопределим, то есть, точнее, ну, перегрузим. То есть это будет current limit. Давай, current текст. Current текст. Max текст. Непонятно. Current и max тогда. Current и max. F текст. А тогда почему просто не сложить их здесь, не сделать? Потому что это там будет делать. Он сам принимает. Не надо мешать. А Макс. Смешивать не надо. А он ведь не шарит, да, за этот самый concatenation, все дела. Оу. И что он должен сделать? Он должен взять вот этот current текст. Но он так, короче, не захочет плюс какой-нибудь раз, плюс какой-нибудь max. Также он не очень любит. То есть он текст плюс этот не умеет делать. А текст плюс текст он делает. Да, ему вообще не нравится эта история. Текст формат, по-моему, есть. Формат. Текст. From string. Сейчас порнографию сделаем. From string f text. Current точка to string. Такой вот весь делаем. Такую замечательную вещь. И toggle tooltip должен еще передавать еще одну вещь маленькую. Потому что мы-то его вызываем из place. Поэтому toggle tooltip. Toggle tooltip. Toggle tooltip отсюда вот почему по делегату. Угу. Подожди, а здесь мы именно подписываемся на bind. Вот, делегат. То есть мы их не вызываем, мы их через это делаем. Угу. Ага. Через баттоны. Это проблема. Скорее всего, эту проблему мы будем решать тем, что мы будем записывать постоянно вот эту часть.
и брать ее, потому что передать мы ее ниоткуда не можем. У нас нет возможности ее передать здесь. Ну, при этой части это надо немножко другое делать, потому что этот делегат срабатывает вообще у Баттона, что ему нужно обновить его. Когда мы навелись, когда мы увелись. Этот tooltip. Соответственно, как бы это внутрянка виджетов, он не знает о нем ничего, поэтому TiverPoint виджет должен будет в себе хранить FTiverState, TiverState. TiverState. Постоянно при инициализации он его будет получать. Постоянно его будет получать. А потом мы спокойно берем и здесь достаем его. State. Проблема номер 2. Мы не знаем, какой DA, да? Мы не знаем, какой это апгрейд. К нам залетел. Как мы здесь узнаем, какой апгрейд залетел? Stats. Здрасте. Через stats этот свич мы вот так вот узнаем, какой апгрейд залетел. Да. Вот сюда вот делаем. Здесь этот return. Return, да. Так вот делаем. Достаем из upgrade DA, достаем вот этот namestat. Что? Куда? Что такое item? Stats. Он же все перебирает. Я твою душу любил. Тогда сейчас мы можем к нулевому, в принципе, обратиться. Вот тут очень сейчас аккуратная история будет. Stats .isEmpty. То есть, если он пустой, отправляем его в помойку. Если он не пустой, то мы обращаемся к первому элементу. То есть нолик. Из него достаем namestat. Вот. Потому что нам надо только к нему обратиться. Если мы словим что-то из этого, то как бы нам достаточно-то будет. Upgrade day. Здесь мы передавать должны. Мы должны понять, с чем мы сравниваем. То есть мы должны еще int создать. Давай здесь int. 32-й. Limit value. Limit value equal stat
Tower State. Tower State. Точка. Great Speed. Текущий. То же самое limit value equal tower state. Точка upgrade damage. Ну а здесь что он не словит, это equal upgrade tower. Tower state upgrade element. Ну и мы limit value сюда засовываем. То есть вначале у нас идет текущее, правильно там? Current, а потом этот, все правильно. Upgrade D. Этот, первым это ftext as number. As number. И вот сюда вот мы передаем limit value. По идее он должен подтянуть новое, потому что мы перезапускаем. Вот как раз таки вот тут очень хорошо то, что мы его постоянно решили перезапускать. Так как теперь у нас будет вот эта штука обновляться. Tower State. И видите, как все гениально. Просто Так, ставим 0 из 3, 10, 0 из 4. И ничего не обновилось. Tooltip, потому что не обновляется там. Там сама это обновляется, tooltip не обновляется. Это надо исправить. Ох, какая красота, вообще кайф. Кайф. Первое, что я хочу сделать, я хочу вот этому дать немножко побольше, где-то 0,7, наоборот. 0,7, где ты будешь там? Ну-ка. Но все равно вылетает за этот, надо 0,7 все-таки уменьшать до... Или делать текст по центру. Обернуть его дополнительно в бокс какой-нибудь. Вот этот текст. Нолик, который в бокс, обернуть. И туда, да, потому что он иначе залетает на этот. Не-не-не. Давай вот здесь единичка. А что толку от того, что единичка? Уф. У меня, однако, вопрос. Что ты вдруг... потому что единичка, да. Если нолик, тогда он его будет двигать. Если его объединить... Ну, в смысле, обернуть в штуку, тоже поставить ей ауто, а саму тексту по центру. И он, в принципе, и так по центру будет нормально себя чувствовать. Ну-ка. Слушай, вот это уже совсем другая история. Вот это мне нравится. Больше, чем та фигня. Да, вот это вот меня больше устраивает. Вот так вот хочу, да. 3 из 3. Было 0 из 3, стало 3 из 3. Математика там работает мощно.
Саунды так и не сделали. Ой, как же красиво все придумано, как же красиво все сделано. То есть мы четко... Ну, это я... К чему это я так? Это просто в сравнении с вот как было вот в предыдущем проекте, что там с этим были проблемы, а тут как-то вот именно уже второй стрим вот этим вот занимаюсь. И как-то мне нравится то, что получается, то, что оно наглядное все. То есть мы все зелененькое, хорошо, мы понимаем четко, куда мы навелись. Оно подсказывает нам, выводит эту всю информацию. Хорошо, мы нажали. Построилась башенка, мы нажали. У нас тут вся информация есть. Четко мы нажали, допустим, ну пока она еще не обновляет, но обновляет, мы понимаем, какой лимит. Звуком все это происходит. Бац, красным стало. Все, показывает, что нельзя, это тоже нельзя. Ну, тут оно из-за коста показывает. Там надо еще один параметр будет добавить. Как-то, и вот я не знаю, как его назвать, что все остальное должно быть. Вот этот параметр. Бац. Что вот тут он дергает на кост, потому что он первым проверяет кост, а потом проверяет этот. Поэтому тут как бы без вопросов. Почему он при апгрейде не дернул его? Спауны, тавер, апгрейд. Вот еще он его тут и не дергает. Он его не дергает. А при ставер спаун он, ну, делает вот этот false. А мы разве не ставили его, чтобы он дергал? Подожди. Вот этот висит тагл клик. Вот когда success. Он разве не выполняет его? То есть он его выключает, потом включает. Он клик тавер point делает. И он клик тавер point вот этот. Запускает его, как бы передает эту всю информацию. Он же передает ее как раз таки в конце. То есть уже после всех изменений. Разве нет? Ну, если success срабатывает, а ну давай смотреть. Прикол. Так, нажали. Так, висит тагл. Ну, смотрим, давай. Тагл парам без active. True. С чего тут true? True false. Без active true false. И выполнение этого. Но это надо было на этом смотреть. Это надо смотреть у этого. У клиента. Иначе так дебаг не делал у клиента, у сервера. Что этого он вылетает в ту фигню. И это неудобно. А, тут как бы то же самое будет, да? Прикольно. А можно мне не сюда заходить, а сюда заходить? Где у меня висит тагл? Сюда вот заходить можно, нет? Он зашел. Интересный товарищ. В 10. Так, false, хорошо. В 10. Set component tick enabled. Наверное, там и надо было эту. Я понял, все. Я, кажется, понял. Там надо было где нажать F11. Set component tick enabled. False. Set visibility. False. Стоит. То есть он его отключил. Сам виджет. В 10, в 10, в 10, в 10 вышли. И там вот в этом надо было. Я думал чуть пораньше. Ладно. Что ты вернешь меня в мою. Вот здесь вот надо было. Это жесть. Там зайти вовнутрь, потом еще вон, понятно. Проще уже поставить. Так. И запускается вот эта часть. Здесь он все проверил. И вот он пошел новую создавать. Передавать Tower State. Tower State, в свою очередь, у нас назначилась. И вот он переключает ей Toggle Active Border.
А, ну да, и он же больше ничего не делает. Он тултип-то не назначает новый. Данные он у тултипа не обновляет. Toggle тултип надо запустить. Тавер BSD. Toggle тултип надо запустить еще дополнительно. Только тут проблема есть. У нас информации нет о текущем этого. Это нет информации. Если чисто теоретически мы просто ее отключим, то есть toggle tooltip мы запустим здесь. Toggle tooltip, но передадим false, ну и 0 поинтера. Можно 0 поинтер сразу задать уже в таком случае, чтобы не передавать стандартное значение. Ну да, проблема. Он же не знает, кто именно его триггернул. Ну, короче, я надеюсь, что сработает, как я хочу, а не так, как я не хочу. Не надо меня пугать. Но это постоянное передрачивание, это меня не устраивает. Это меня не устраивает. Тогда остается еще один вариант. Это когда мы кликаем, чтобы он еще кое-что делал. Когда мы кликаем, у нас же происходит как раз-таки вот этот вот триггер на эту всю историю. Так, а где я? Я только что ее отключал. Это вот нет, это нам не подходит, этот вариант. Мне не нравится. Так, во-первых, я вижу момент с оптимизейшеном. Во-первых. Это этот перенести сюда. Toggle tooltip. А если залетел false, то return. О, скобочку верни. И разворот. Можно тоже запустить, если вот это вот, или
Или вот это вот. Вот стало чуть-чуть получше. Но это так, это не по теме. Ой, ёпта, не по теме это все. Нам надо что-то, нам надо что-то. Что нам надо? Native on mouse center, mouse leave, mouse. Клик. Tire button click. Toggle tooltip. Это при наведении у нас toggle tooltip. А если мы toggle tooltip еще повесим, еще один, на tire button click. Потому что tire button click нас тоже возвращает как бы этот. Правда, BShow не возвращает. Либо же мы можем просто-напросто на клик. On tire button click. Вот здесь вот. Типа сделать вот это вот. По-моему, это уже все решает. Вот это что такое? Вот это Тавия. Что такое Тавия? Кто букву украл? Тавия. Что такое Тавия? Tire-point V. Tire-point V. Надо Tire-button V. Тавия. Большой, правильно? Блин, а мне нравится, если это сработает, вообще кайф. Мне очень нравится это решение. Просто-напросто здесь делегат дополнительный запускаем. И все. Тавия. Так. И все сломано. Данные он не получил новые. Мне кажется, делегат надо местами поменять. Что тот делегат вызывает обновление после... Ну, то есть... В чем суть? У нас вот этот тавер button кликет. У нас же висит point. Точнее, вот этот товарищ. Тавер button кликет. Вот тавер button клик вызывается. Который триггерит вот этот либо тавер апгрейд, либо этот. Который в свою очередь. Вот здесь вот апгрейд, тавер апгрейд есть. Тавер апгрейд. Он-то как раз таки нам загоняет вот эти вот все параметры. И обновляет нам всю историю эту. Это вызывает вот эти вот инкрисы и прочее у таверов. Меняет ее. Что нам это дает? Просто где мы дальше вызываем? Что?
где мы дальше вызываем? Таймер button клик. Здесь он вызвал в нашем случае апгрейд уже. Апгрейд, он апгрейд. Мы вот поддон апгрейд. Бла-бла-бла. Tower point V. Триггер tooltip текст. Вот. Но это если неудача. А у нас-то удача. Tower payment. VC и он клик Tower point. Вот, он клик Tower point у нас срабатывает. А он клик Tower point в свою очередь берет и вызывает у этого init Tower point V, который в свою очередь берет здесь и делает, записывает вот эту часть. Поэтому нам надо их местами просто поменять. И будет нам счастье. Нет. Не так. Так, дубль фиг пойми какой. Зеленую. Moment of truth. Красота. Когда башни будешь моделить? О, моделить? Да никогда. Башни моделить никогда. Я что-нибудь возьму из фаба, что-нибудь похожее на башни, и мы туда их засунем. И все. Вот так вот. Покрасим. Покрасим как-то зеленый, красный. Какие-нибудь эффектики накинем, чтобы там вокруг них летали. Какие-нибудь зелененькие, красненькие. Что-то огненное, понятно было. Условно, чтобы она горела там как-нибудь. Или там ядом была. Короче, что-то типа такого, и все. Моделинг финишт. Это же частью 5 немного помоделить не повредит. Слушай, ну а как ты моделить? Что ты предлагаешь? Не бойся. Не бойся, да. Я открыл однажды блендер, мне не понравилось. Блин, он постоянно теперь вот это вздрачивает. Вот это беда. Так не в блендере. Так, а где? В этом самом, в Unreal? Так он там неудобно. Что там моделить? Кубики с кубиком складывать? Вот это вот, чтобы получалась модель какая-то. Это же ужас. Уже нормально в Wall 5 моделить можно. Не, это я знаю, да, но там прям беда. Разве нет? А что ты там намоделишь? Так, теперь мне не нравится то, что он его передрачивает. Чтобы он его не передрачивал, нам надо передать true false tower base DA. Какая некрасивая история. Если false, он его просто скроет и уйдет в помойку. Если true, он его опять форвардит. Metal Mana, конечно, вряд, но башню можно. Реально это human можно. Фу, наоборот. Так, а что ты, башня, как ты представляешь? Ну, ты башню просто башню представляешь. А в чем проблема ее взять? Не, модели, это же будет порнография. Это чисто для фана так посидеть, условно порелаксировать, что-то поковырять. Так, чисто, но... Это беда будет. Беда. Короче, либо мы передаем какую-то порнографию, либо мы... Я себе спокойно моделил части зданий и легко добавлять детали, а не импортить туда-сюда. В смысле добавлять детали? Что значит добавлять детали? Так ты и так можешь добавить детали, тоже нажать моделинг и добавить его. Плюс смотри, в своем моделинге ты столкнешься с такой историей, как текстуры. Для тебя это может быть и не будет проблема, а для меня это, мягко говоря, проблема. Я не очень воспринимаю это все дело. Текстуры, материалы, вот эта вот вся шляпа. Понимаешь? Если бы белым вот этим вот, типа, мол, то... Текстуру с фаба.
такая толку, как она раскроется. УИ или как там вот эта вот развертка. Ее же надо делать. Понимаешь, в чем прикол? Или ты имеешь в виду вот эту вот а-ля кирпичную, она везде кирпичная. Вот это шлепнул и все. Или там песочная, песочек просто шлепнул его на нее, она там само как-то разберется. Не, так не пойдет дело. Это ж UV или UUI, или как она там называется. UV, по-моему, развертку надо делать. Мне тоже она не понравилась. Я ее делал, мне не понравилось. Там как-то подстраиваешь, что ты смотришь, фу. Фу-фу-фу, мне не понравилось. Короче, с фаба просто возьму что-нибудь. Ёпнем, и нормально. У меня там уже асы, кстати, там асы начали новые раздавать. Там какую-то женщину раздают. Тогда AI пускай текстуру натягивает. Да не. AI. А что есть, типа, мол, нарисуй мне текстуру на модельку, и ты ему модельку в FBX, он тебе текстурку? Я о таком не знал. Можно у Айки, кстати, попросить башенку сгенерить. Смотрим, что у него получится. Есть, да. Есть? А можно тогда в Discord этот, или просто по названию можно найти в Discord этот, как его, ссылочку, либо название. Может, кому-то тоже будет там интересно. Я не помню, там не во флут, а что там, предложения какие-нибудь или еще что-то. Есть комнатка. Так вот, по поводу... по поводу этого. Я, наверное, сейчас бул добавлю и буду его по булу делать. Булом следить и одним булом проверять. Типа он в состоянии покоя или не в состоянии покоя. Просто если мы его достали, значит мы его из состояния покоя вывели. Если он нет, то мы его завели в состояние покоя обратно. Вот так вот. И тогда он не будет дрочиться туда-сюда, чтобы ничего лишнего не передавать. Тайверпоинт, плюс мы отслеживать так сможем, что он там с ним. Я сам не знаю, на стриме видел, как делали текстуру персонажу. Хотели в стиле киберпанка сделать, было убого. Бога. А меня это самое, да, короче, на эту фигню как... Ладно, я поищу, если не забуду, я посмотрю, потому что это действительно интересная история, если текстуры он рисует. Но если там убого, конечно, то... Ну, можно будет моделинг попробовать. Там же мне какой-то моделинг скидывали. Я его записал, он у меня висит. Но смотреть, в общем. Его можно будет... На башню норм, но персонаж это сложно. Ну, башня. Ну, потому что она плюс-минус однородная. В любом случае будет. Даже если какие-то там трещинки, там вот это вот. Это не то же самое, что персонажа делать. За всякие там одежда, вот это вот все приколы. Короче, первоочередно это мы на фаб полезем. Ну, как мы полезем, я в крысу полезу вне стрима, а потом просто вы увидите, что что-то добавилось. Либо аишечка нам сгенерит башенку, то есть я их попрошу в начале ГПТ, я дам описание ГПТ, он переформулирует в промпт, и потом сгенерит картинку, а потом с картинкой я пойду к этим моделям, которые модели делают. Моделям, которые модели делают. Сгенерит, посмотрю, что получилось, хорошо, нехорошо. Если хорошо, то хорошо. Если не хорошо, то фаб остается еще. Вот как вот B из tooltip anim start B. Название идиотское. Просто ужас. Только я хочу наоборот сделать. Anim active
is anim active И саним старт. is anim start. Is anim start. Типа она уже... Ну да, кстати, это хорошая фигня. Is anim start. А би забыл. А ну исправься, а ну би добавь. Би добавь, исправься. Что это за фигня? Так. Би is anim start. Is anim start. Бис хасаним старт. Не, опять неправильно. Опять неправильно. Подожди, если он в стартовой позиции, то он изначально должен быть true. А это значит, что его на native construct желательно бы, ну, вот сюда вот дать ему true. Сюда вот equal true. Потому что он в стартовой позиции, то есть он сейчас в стартовой позиции. Он в стартовой позиции, то есть он true. Соответственно, он выполняет эту часть. Соответственно, если он выполнил эту часть, он должен сделать false. Ему equal false. А вот этот товарищ должен сделать ему equal true. Мне ГБТ долго пояснял и шутил по поводу BHAS, BSB, ISHAS и т.д., что так делать нельзя. Чему? Не, я сейчас начнешь объяснять, почему. Я понимаю, в чем здесь проблема. Потому что булевая как бы говорит о том, что точнее, что это булевое, то есть 2 из как бы у нас задается вопрос, что предполагает возврат булевого. Ну, то, что это как бы то же самое has. Это я понимаю, но с неймингом, что значит так нельзя? С неймингом как хочешь можно. Что значит нельзя? У меня, допустим, это просто привычка осталась бы билд эти ставить. Потом я начал вот эти изы туда шлепать, и оно вместе все, оно осталось, ну и фиг с ним. Меня это вообще не парит. Можно и has еще сверху добавить. Просто писать дополнительные символы в падлу. А так. Я тебя умоляю. Вот. Вот, ну вот же, ну вот же, ну вот. Вот, ну вот. Чё ты испарился? Я понял, что он испарился. Это надо сейчас исправить. Вот же, есть же. И вот это надо исправить. И текст дать, блин. Фу, текст. Звук. Я-то звук до сих пор не сделал, вот этот мета-саунд. Сейчас с этим. Главное не забыть со звуком. Со звуком главное не забыть. Сейчас сделаем, доделаем текст, доделаем звук, все доделаем. Вот, денег не хватает. Видишь, денег не хватает. И все четко видно. Все четко видно, чего не хватает. Типа смотришь, а денежек не хватает. Кост. Я так классно не пошучу, но если нравится, оставля, весело. Весело. Я же говорю, я-то не против. Я понимаю, в чем там проблема именно этот. Но это нейминг. Он, типа, из-за того, что я этот би добавлю, ну, типа, ничего не поменяется. Это только
ловить каких-нибудь прям очень рьяных, которые будут там прям... Это нарушает там ля-ля, тра-ля-ля. Неинформативно. И прочее. Такое дело. Что именно неинформативно? Ворвался он тут. Что именно неинформативно? Что кост возвращает? Надо, чтобы красное было всегда. Что именно красное было? Для типа двойное отрицание, что-то такого он пояснял. Ну да, в смысле с булевой. Надо, чтобы красное было всегда. В смысле неинформативно? У тебя дрочка идет, в смысле неинформативно. Красное у тебя становится красным. Это самая башенка. Красным, смотри. У тебя башенка стала красной. Куда еще больше? Куда еще больше? Кому еще больше информативности надо? Иконка башенки становится, а водочка красной, а не зеленой, а была до этого зеленой. Закрась башенку серым. Серым красить. Не хочу ее красить серым. Хотя могу, кстати. Кстати, можно закрасить ее серым вообще без проблем. У нас браш там передается. И плюс еще дополнительно звук играет другой. Звук играет другой. И это дрочится. Передвигается, еще и цвет меняется. Куда еще больше-то информативности? Куда больше информативности? Звук, иконка, дрочка и цвет. Куда еще больше? Вы чего? Куда еще больше информации? Большая кнопка, вот тут текст большой. Глухой и дальтоник. Ну все, так еще и слепой, да, потому что... Крестик поставить. Вот, видишь, там же, он же дрочится, оно видно еще. Рамку не видно, а звук и цвет только после нажатия. Рамка появляется после не нажатия, а после того, как у тебя уже не хватает этого. Точнее, рамка, она-то не от денежек появляется, она именно и от лимита появляется там. Рамку не видно сейчас, как дам больно. Рамку не видно, сейчас будет видно. Ну, так ее не видно. Сейчас будет видно рамку. А вот 2 мы дали, да? А здесь мы отступили 1. Все, 2 пикселя. Теперь видно рамку? Вот, теперь видно Или рамку, вообще да? удалить виджет с улучшением башни. Зачем он висит? В смысле удалить виджет с улучшением башни? И вообще башню не улучшать или что? Что значит, зачем виджет висит? Вот. Красная. Ну куда красная? Красная так Пусть понятно. сама улучшается. Да, пусть сама улучшается. Сразу. Если она макс, то удалить апгрейды. В смысле, саму иконку ты имеешь в виду просто удалить и все. Но посмотреть. Просто информативно было, чтобы посмотреть. Слушайте, вы как, я не знаю, ёпт, вот это вот плавали уже, знаю. Не, иконка останется. Все, она мне нравится. Я не хочу от нее избавляться. И первое, я хотел там таймер этот самый, потому что когда мы улучшаем, там вот тот скрывается, там таймер же у нас не обнуляется. Мы должны таймер сбрасывать. Сейчас дам больно. Сейчас больно дам. Сейчас дам больно. А кто ты вообще? Кто это? Подожди. Таймер, deactivate таймер, вот он. Native on mouse leave. Вот происходит native on mouse leave. Скопировать. Нет, tire point. Вот здесь-то новый-то не дает, а тот новый не поступил, что мы навелись на него. То есть вот эта часть не сработала. Но она должна сработать. Дело в том, что вот тут при вот этой инициализации должна сработать вот эта часть. Но это такая мелочь. Просто когда мы клацаем, у нас есть башня, мы строим башню. И потом мы сразу же открываем новый виджет.
но мы на него еще не навелись. Дело в том, что сам-то виджет не удаляется, там таймер дальше висит. А вот сейчас, за счет того, что это обновление пойдет, у нас таймер сбросится. Хотя там таймер тоже будет висеть. Там надо именно на другом моменте сбрасывать. Подожди, я не в том моменте вызвал. Вызов не там произошел. VC Deactivate должен быть. VC Toggle. Вот здесь это должна быть штука, но мы тут вообще ничего не триггерим так-то. Ну здесь тоже, в принципе, пойдет. В нашем случае. Но это косвенно. Это решит проблему, да. То, что у нас закроется после открытия. Но это не решает того, что таймер дальше работает. Вот в чем прикол. Еще таймер VC Deactivate он делает. Он VC Deactivate запускает. Чпок. А он VC Deactivate у нас триггерит вот этот VC Toggle. Или иконку добавить типа кубка золотого, вверху справа на иконке. Зачем? Короче, это решает проблему, но это решает проблему... это решает ее проблему. Ладно, пусть будет. Хорошо, пусть решает проблему. Все. Потом когда-нибудь вернемся. Это так была не сильно небольшой трабл, так тем более. А теперь я хочу вот это вот починить. Почему он сразу 3 дал? Почему он лимит 3 указал? Один раз сделал, но лимит 3 указал. Что за приколы? Elemental. Я понял, почему. Вот почему. Потому что он бегает по циклу, и вот здесь вот в каждом он же увеличивает его на единичку. А их-то несколько. Вот этот код надо переделать. Вот эту часть переделать. И переделать ее надо, короче. Крис, апдейт. Ее как-то по-другому надо сделать. То есть он должен, короче, один раз триггерить на апгрейд вот этого всего. Еще сейчас дай подумать. При том, что он должен это один раз сделать. Какая экзистенциальная проблема. Поняли, в чем прикол? Он должен его проверить. Ну, типа, ну ладно, это мы был повесили какой-то, был, не был, хорошо. Но он все равно его должен добавить. Но при этом проверить на максимум. То есть здесь-то у нас increase upgrade элемент идет. А почему так, Йоном и расположено? Код ниже ко всем применится. В смысле, так расположен. А, вот это вот, да. То есть, если залетает Fire, то этот код выполнится. Если залетает Cold, тоже вот этот код выполнится. Если Lightning, тоже этот код. То есть, вот, это один и тот же код для этого. Для всего. Ну, потому что мне так надо. Или это вопрос был как? Не понял ничего. Оу. То есть, мы вручную здесь должны сделать. Тут вообще все по-другому. Технический. Технически. Ну вот, да, все правильно, код выполняется. Неважно, какой enum, из вот этого списка код будет выполнен. В смысле? Я даже не первый раз я так пишу. Слушай, ты же меня не первый день смотришь, алло. Не замечал? Не обращал внимания? Не видел. Ну окей. Так, increase upgrade element. Так код никто не смотрит, ток на усы. А, ток на ус, понял.
Понял. Надо меня поближе туда к коду, значит. Вот так вот обрезать мне, вот так вот. И вот так вот. Ну, то есть, короче, вот так вот оставить. И все. А подожди, а я так могу сделать? Сейчас я, наверное, что-то сломаю. Не, я, наверное, так сейчас что-то сломаю. Я не буду ничего дергать. Я хотел усы только оставить. Я не буду. Все, и подвинуть их туда. Точно видели. Хорошо. Change lighting. Проверку. То есть мы должны проверку сделать. Просто в чем суть? У нас-то тут вот это суть, но мы сейчас заново все будем переписывать. Короче, нам надо bool, во-первых. Bool b из что будет у нас? Из элемент классе. Классе. Вы поняли, в классе. Из элемент. Все, блин, тут очень тяжело сейчас нам подумать. То есть он в любом случае должен будет проверить на вот этот без элемент. Без элемент, потому что если он true, то... Сейчас. Если он true, то тогда мы должны сделать вот этот апгрейд. И не, наоборот, мы не должны делать апгрейд, но мы должны сделать вот эту часть. Ну тут вообще вот это вынесем. За пределы. Хотя нет, за пределы это тоже выносить нельзя. Ну, как тяжело. Ладно, пока просто надо написать, чтобы оно было. Вот это вот мы делаем. Обязательно вот это вот мы делаем. Это если он true. Если нет, else. Else мы должны будем проверить вот эту часть обязательно. Улучшить ее и не улучшить. Но здесь еще дополнительную фишку мы должны тоже проверить. То есть достать из этого и. А если не и, он туда улетит. Тогда вот здесь вот if точка элемент без элемент max. Просто и со вкусом. Без элемент max. Разворот. Ё-моё. Ё-моё. Вот так. То есть мы вначале спросили элемент, не элемент. Если не элемент, то вот так. Точнее, если уже элемент был, мы спрашиваем max. То есть уже max, не max. Потом... А вот был бы guess. Да. Вот был бы guess, да. Элемент. Guess это, конечно, ужасный с моей точки зрения вещь, потому что он заставляет очень сильно в блюпринты лазить и там кучу всего выводить. Но добила меня в guess это вот по нейму. По нейму поля по нейму. Это fname. Это прям убийство.
Просто нам-то бул надо этот поставить. Бул никто не поставит. Дело в том, что нам надо бул поставить. Вот это же товарищ у нас и бул ставит там. То есть он спрашивает, если он больше, то он просто return false делает. И все, как бы в помойку. Так-то он увеличивает его, если равен, он назначает. То есть мы можем его использовать. То мы вместо... вот этого просто назначаем вот это вот. Ой, фу, зачем я отсюда его удалил? Вместо этого назначаем это вот. Что нам это даст? Если это true, он же не должен этого делать. Ой, ёп. Он же наоборот не должен вот этого делать. Он просто должен increase запустить. Он не должен увеличивать на единичку. Все, вот этого вообще не должно быть здесь. Ничего не увеличивать на единичку. А вот здесь вот уже, вот здесь вот уже. Он делает вот этот if, вот эту вот штучку и вот эту вот штучку. Ну и, соответственно, естественно, вот этот товарищ попадает на true. На true попадает. Ну а так как этот первый раз, то display true, нам вот здесь он не нужен. А вот здесь он не нужен. Так, что еще нам не надо? Если у него элемент, ну то есть это что мы его юзнули, точнее уже прошлись однажды. Здесь мы его назначили. Бам. А этот мы сюда можем перекинуть или нет? На или точно нет. На и может быть да. То есть элемент должен быть обязательно. И вот этот, ну да. Перекидываем его на и. А, ну да, точно. Шлеп. А, это он только эти поравняет. С тобой мне никто не будет, блядь. Ну, точнее, про эти интеры. FB из элемент. И Tower State B из элемент Max. Одновременно. Не Max. А если он Max? Но если он Max, дело в том, что он пойдет сюда. Он пойдет сюда. И здесь тоже как бы он словит Max. И вот тут тоже вопрос. Вопрос оптимизейшена, товарищи. Товарищи, вопрос оптимизейшена. А нет вопроса оптимизейшена. Нет вопроса оптимизейшена, вы поняли? Здесь не должно быть Макс. Здесь не должно быть проверки на Макс, потому что если у нас залетает, допустим, у нас вся вот эта пачка, все есть статы, да, вот эти вот Fire, Cold, Lightning и Poison, у нас залетает первый Fire. Он залетает сюда, и он делает его Макс. И по-нашему, если здесь есть Макс, он здесь не будет ничего делать, то есть он следующие статы не даст ему, а нам надо, чтобы он им тоже дал. Соответственно, вот такая вот должна быть запись. Он для всех остальных просто запускает вот этот инкриз. И передает туда эти положения. Ну, там, конечно, нули будут, скорее всего.
у остальных. Ну, если... Ах, подожди, если есть. Если нету, то там не будет нулевых. Просто не добавляем, поэтому все окей. Ауф, да. Ауф. Секунду. Так, вроде все у нас окей, вроде как. То есть вот эта первая часть сработает. То есть первый раз, когда залетела, а на все остальные у нас залетает вот эта часть. Да. Вроде есть контакт. Сейчас посмотрим. Это, конечно, мощно. Ну что, Moment of Truth. Клик. Деньги закончились. Деньги закончились, понял, да? Да. Так, еще было предложение сделать их немножко темнее. Что мы можем здесь сделать? Target Color. Target Color. Что такое Target Color? А, это Target Color. Brush Active и Brush Deactivate. Вот тинт мы, да, можем давать ему. Вот это вот он и будет как раз таки, если мы дадим тинт. Допустим... Ладно, полностью черный, тип, допустим. Пока я не дал ему этот один. Что это будет? Это Active, правда. Ну, сейчас посмотрим. Что изменилось? Не изменилось, прикольно. А что я сделал? Ой, опять не там. А, это же его прозрачность, он же не перед этим идет. Это же для баттона надо делать эту самую. Это что сзади бордер. Вы поняли? Это не тому задается, это бордеру надо задавать. Оу. Ну, либо оверлею. То оверлею надо задавать что-нибудь. Не, подожди, это иконки надо задавать. Фу. Привет! Будешь делать скрытие башен врага на стадии планирования. Чтоб соперник не видел, куда ты ставишь башни, пока идет подготовка к волне. Наверное, нет, не буду. Не буду. Надо, пусть видит, что там происходит у противника. Потому что это создаст такую историю, что, мол, до последнего... Это я предлагал, но стример не договаривает. Наверное, не буду. Наверное, я такую ремарочку сделаю, что мало ли чего там. Что мне завтра захочется условно. Потому что я не, кстати, не сказал привет. Не помню. Ну, привет, в общем. Что я думаю, что получится, если не добавлять этого.
игрок будет сидеть и ждать до последнего, чтобы увидеть все, что сделает противник его. Если он... Ну и вот тут вот менеджмент времени. Тебе хватит самому, чтобы все сделать или нет? Не хватит. Вот это вот такая штучка, что ты сидишь, ждешь, смотришь, что противник делает, а противник тоже сидит, ждет, пока ты что-то сделаешь. И никто ничего не делает, и потом бац, и никто ничего не успел. А если скрывать, то вот этот момент, он, ну, как бы все, пуф, его не существует. И плюс мне еще надо что-то там придумывать, как скрывать его, чтобы они потом отобразились и прочее. То есть, короче, вот такая вот история. Но пока нет, я не хочу. Я хочу оставить, чтобы четкая была вот эта вот история, типа, мол, что там, где там, что там он поставил, где. Вот эта вот фигня была. Саунды. Вот, я сижу, думаю, что-то я хотел сделать, а что-то не сделал. Саунды. Потому что тут-то мы все сделали, то есть он учитывает эти показывает. Чё? Чё? А как ты построил башню? У тебя денег нет. А как это произошло? А как он башню построил? А как это? Подожди, а как он башню? У него бабла нет. В смысле? Че, читер, что ли? А как ты башню построил? Вот, тратим все бабло. Все, нет бабла. С этого момента поподробнее. Получается, что оно не тратит бабло. Но визуально его только тратит. А почему он его не тратит? А почему он его тратит? В смысле не тратит, но вы поняли, что он тратит его, но не тратит. Мы же запускаем вот в PS Tower Payment. Вот он, Tower Payment. Прикольная игра для расширения фич. Если растягивать тему со скрытием башен, можно придумать что-то типа обилки скрыть свои башни на один ход. Это мы, кстати, обсуждали. Но не относительно башен, а относительно этих карточек. Короче, будут руны. Это будем руны юзать, чтобы не это самое не совпадало с картонками всякими там играми и плюс выпендриться. Руны будут. Что, мол, вот даются что эти вот руны, да, каждый ход даются руны, которые ты можешь юзнуть против игрока. Ну, либо за себя. И можно взять и скрыть. То есть они тоже будут показываться, какие ты юзнул. Но, допустим, на следующий ход можно взять и скрыть их. То есть на следующий ход противник не будет знать, что ты юзаешь. Вот так вот сделать. И то же самое с башенками, да, то есть тоже можно скрыть. У тебя очень жестко видно почерк настроения в играх. Что в прошлом, что в этом проекте всякие резисты, Cold Fire, руны. Ну да. Ну да. Ну, Cold Fire это потому, что я хочу сделать какие-то резисты, то есть, чтобы был стихийный этот. А какие стихии? Мне что еще мудрить? Как бы есть Cold Fire, Lightning, Poison, Physical, все. Чуть-чуть мудрить. И более эффекты плюс есть. Зачем это самое? Руны, ну, руны это что? Есть два варианта тут. Либо ты руны юзаешь какие-нибудь, либо картонки. Все, вариантов других нет. Как бы... Вот, руны или картонки. Как удобнее. Но я пока еще не знаю, я же говорю. Склоняюсь к тому, чтобы их рунами назвать. Ну, так, чисто повыпендриваться. Не как у всех. А картонки это, конечно, картонки. Я не понимаю.
Потому что он запускает Tower Payment, это точно такой же метод, который здесь запускается. Почему? Вот почему. Тут перезапуск. И саунд сейчас добавить. И, наверное, на сегодня мы заканчиваем. Пятница, развратница. Пора отдыхать. Че, какие у кого планы на пятничку? А? На финал пятнички, вот так скажем. Блин, тут надо сейчас, так как он на сервере вызывается, надо часть логики сейчас обратно на клиент возвращать. Допустим, вот эту часть выполнить. Доработать. И импортнуть все анимы и пилить первого босса. Нифига себе. О, это продуктивно, а? Ты собираешься провести остаток пятнички. Это хорошо, а? Так, значит. Угу. Теперь оно ничего не работает. Почему? Почему ты не работаешь? Почему ты не работаешь? А потому что апгрейд передается, да, из-за этого. Это скорее планы до конца след недели. А, работает. Доделать А, плагин ну с вот карточкой саунд, до да. конца недели, новый делать. Делать плагин с карт. Плагин с карточкой, а ну что-то интереснее. А ну да, что там за плагин с карточками? Что за плагин с карточками и что за новый? А ну, студио, чем там занимаешься? Вот тут приколюшка, да, начинается, то есть он апгрейд-то передал, все окей, но есть проблема в том, что грейди, да, cost, has coins, у него coins есть. А еще надо перекаты доработать, реализовать экш-ивент неуязвимости у них. Перекаты доработали. Слушай, ну так у тебя уже почти финал остался, разве нет? То есть ты уже все анимы подтянул, эти сделал, у тебя босс остался, то есть прям вообще все есть. Но если ты уже боссов делаешь, то все уже. Или enemy еще. Типа как в Vampire Surftalk в 5 и анимации, эффектов больше. Так, а плагин тут при чем? Или ты именно к нему как плагин делаешь этот кусочек? Прикольно. Ну, слушай, как будет готово, это ты поделись с нами. Там скриншотами, там видосами или проектиком. Так, дальше идем. Блин, я нажал... Вообще-то работать над анимами персонажей еще долго, аниме мобов вообще почти не импортил еще. Короче, он все добавляет, только он не обновляет. То есть вот эти вот VC-таглы всякие. Хотя VC-тагл на самом деле у нас как бы запускается на клиенте. Непонятно почему. А еще работать с локациями надо. С локациями. Не портил еще. О, с анимами мобов, там же их тьма тьмущая мобов. Вообще обалдеешь. И локации, короче, ну еще дофига. Но первая лока когда будет готова? Он в гите в открытом доступе, можешь за выгодный доделаю скину. Ага. Ты вот так вот, да. Слушай, ну будет интересно посмотреть. Короче. Джитап. Джитап скинешь?
А ты куда, его в GitHub оставишь? Или что? Или ты его Ичио, или куда? GitHub. Короче, вот эту штуку надо делать на клиенте, потому что он даже саунды не проигрывает. И вот эту часть надо на клиенте делать. Вот эту часть. В скобочках нет. Потому что вот эту часть надо на клиенте. Ну, он клик TiverPoint у нас... Да, у нас здесь происходит TiverPoint. Даже должен быть на клиенте вызван. И вот это вот на клиенте. Пока-пока. Лан, я за руль. Давай. А зачем его вы-то там играть ни во что? Выч, да я не знаю, зачем выч. Ну, просто интересно, ты это как, ну, просто делаешь, чтобы делать, типа, почти как я. Или есть коммерция какая-то, ну, в планах. Короче, к саундам мы не перейдем, да, нам надо, ну, свой метод, может быть, написать, который принимает вот этот вот саунд, чтобы мы его передали. Play sound. Я не знаю, но чтобы он был на клиенте, то есть function. Не знаю, я, может, фигню какую-то делаю, но... Пока этот передадим. А создать он не создаст, да? Он создал. Если получится хорошо по FAB, там такого мусора навалом. Так, а я не понял, Fab, там же не готовое. Или подожди, ты имеешь в виду плагин в Fab, или у тебя готовый продукт, ну, типа игра будет в Fab? Человек зафоловил, спасибо. Просто приветствую, все дела. Блин, не могу. Да, раньше не показывала и как-то не триггерила, а так не могу проигнорить. Ладно, я спросил, в принципе, так. Вот тут. Вот он передает его this. Что значит this? Он не знает, что такое this. Non-static member function. May only be used inside a non-static member. Он статиком его сделал? Так, это play sound. Мы отправили туда. Виситагл и так, и он клик TiverPoint. У нас тоже должен быть на клиенте. Он клик TiverPoint.
Единственное, что меня, конечно, напрягает в вот этом всем сервер Net Multicast и клиент, это то, что этот implementation. Прям беда. Прям беда, как он меня бесит. Просто качаешь в папку плагинов, ставишь галочку, и можно создавать карточки, передавать ток массив из да или 1 сложно пояснить. Не, я понял, но ты же говорил, что там Vampire Survival, я чуть подумал, что ты создаешь игру типа Vampire Survival, и там у тебя есть какая-то механика с картонками, но ты ее делаешь в качестве плагина. Вот что я подумал. Но я не то что-то подумал, да? Ты делаешь просто систему, как в Vampire Survival с картонками, в качестве плагина. Вот так вот. Да. Все. Я ж поэтому и говорю, типа, мол, если делаешь игру, там поделись, интересно будет потискать ее, почему не в Ичио там какой-то, вот поэтому. Вот эти вот все такие моментики. Ага. 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 Что это значит? Что это значит? Что это значит? А PlaySound не работает. Null object was passed world context object engine get world from context object. Здесь помог, что ли, меня отправляет? PlaySound. Прошу, я this передам. This. Но он сейчас меня отправит в помойку. Но вообще у саунда нет. Я не знаю, какой лишь у него Get World там, конечно. Есть. А, ему нормально. Меня он обманул, получается. Подчеркиванием своим. Вот, есть контакт. Да, можно перед. Просто у этого нет ворда, что-то я это. Теперь виджет, почему он его полностью скрывает, а не вздрачивает. Точнее, просто не меняет. У нас же все эти делегаты. А вот в том-то и прикол, что он с сервера перекидывает туда-сюда его. Надо сделать иначе. Надо сделать иначе. Не-не-не, все это фигня. Все это в баню. Все это в баню. Нужно просто тавер payment сделать на сервере и не морочить себе голову. Чтобы тавер payment пошел на сервак. Хотя странно, почему он уже не это самое, не на сервере. Changed. А ты мразь. А коинсы менялись. Все так гладко, все так хорошо было. Ну да, задержка идет, все правильно. То есть это некрасиво получится, что этого по-человечески, а
никого Это не пятница. по-человечески. Это пятница, да, это все пятница, развратница. Да. Не, я доволен тем, что получилось. То есть, я недоволен тем, что оно все... Ну, для клиента опять сломано. Сейчас надо настроить вот эти вот всякие приколы. То есть, кто где там сервер, кто клиент. Кто куда чего отправляет. И все будет счастье. Еще, конечно, можно особо не морочить себе голову. И знаете, что сделать? Сейчас вообще так сделаю, вообще обалдеть. Смотри. Смотри. Взять вот этого товарища, Tower Update, сделать Net Multicast. Net Multicast. Что будет происходить? Вот надо сейчас, надо сделать, что-то подумать, как это все, кто куда. Ну, скорее всего, payment просто отправить на сервер. Отправить его на сервер и все. Работает? Все, Net Multicast работает, все. А я что-то парился, все, как проблема решена. И саунд тут можно, кстати, убрать тоже. Метод, который мы сделали. Он, кстати, отправляется только на клиента, кстати говоря. Выполняется только у клиента. Ну все, Net Multicast наш, все. Ну и как раз будет понятно. Вот это вот еще хочу проверить. Давай сейчас вот эти вот дадим по нулям всем. Последняя проверка. Последняя очень важная проверка. Главное, чтобы она сработала. У нас все было хорошо. Я тебе сейчас дам больно. Damage Elemental Speed. И Tower. Сразу открой. Так, текст можно закрыть. Damage сделать кост нулевой. 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 Вот, и Tower сделать 1. В чем суть? Просто сделается ли тот этим... как его? Зелененьким, и будет ли нам давать улучшать его? Поняли? Он в лимиты ж попадает. Кост у него хватает, коста в лимиты попадает. Но там он на другую штуку должен триггериться в любом случае. Кайф. А это все равно не работает. Потому что я там неправильно вопрос, походу, задал. В этот самый, как его... Короче, там неправильно этот... Там неправильный был туда. Там развороты вот эти вот все. Там запутано все. В смысле? Интересно. Интересно, то есть он срабатывает. Но это потому, что там этот не отображается. То есть он в лимиты попадает. Почему он в лимиты попадает? Если его лимит нулевой. Сейчас. Интересно. Ладно, это мы потом разберемся. Это я на потом оставлю сувенир так, к будущему себе. Не сувенир, а подарок к будущему себе. Вот. Но оно поменялось, и это было кайфово. Я еще раз хочу. Это прям кайф. Ну, давай еще разок. Сразу тут. Тут сделаем. Так, оп. Он монетки или тратил, подожди. Ну по нулям же. И поменял. Блин, я все пропустил, потому что он тут какую-то гадость выдает в логах. Блин,
Я не могу, какая красота. Все, в общем, на сегодня все. Всем спасибо, кто смотрел. Да, или подведем итоги. Ну, короче, итоги. Сделали тултип виджеты, кайфово реагируют, кайфово, все информативно, все обалденно. Вот. Сделали, но не доделали. В следующий раз доделываем и делаем руны или картонки. Или руны. Я еще не определился. Да. На этом все. Всем спасибо, кто смотрел. Всем спасибо, кто слушал. На Discord и не только. Ссылка в описании. И всем пока.